Время в аннотацию прислала Кузнецова. Короче, у нее 3 работы, я отправляю на ММС. Там оформление нормальное. Дим, ну запускай, я на месте как бы. Презентацию свою доклад времени. Она модератор. Нина Михайловна, конечно нужна, как же, как-то не нужна. Нажимай микрофон, где видео, нажимай микрофон, загружайся. А если есть видео, можешь видео нажать. Нина Михайловна, слышите меня? Сейчас я позвоню. Нажимайте в левом верхнем углу, там где написано видео, нажмите кнопочку микрофона. Вы меня слышите? Нина Михайловна, в чате напишите, как меня слышно. Сейчас я звоню. Это не ее. Вот это вот, которая была. Вот это вот. Нина Михайловна, Я набираю. как меня слышно? Раз, два, три, 4. Нина Михайловна, ну вот все, вы уже здесь есть, вот вам надо только открыть микрофон. Фонит. А вы открыли уже микрофон? Нет. Нет, вот Вячеслав Александрович, вы не открыли еще его. Да, там наверху, с левой стороны, наверху, вы увидите микрофон, на него надо нажать. Ну, попробуйте еще раз нажать. О. Вот, появились вы. Так, пропали. Пропали опять. Что-то, может, у нее с интернетом. Еще раз нажимайте. Вас через профиль. Так вы слышите меня, потому что я вам в трубку говорю. Нет, она и здесь слышит. И здесь слышит. Ну вот, вы свой микрофон включите, свой. Ой. Я не знаю, что пишет. Послушайте, что пишет. Ну, что-то с микрофоном. Что-то повторите еще раз. Что там у вас? Все. Так, вышла личность. А мою фотографию не закачали? Меня не слышно, да? А тут он зеленый.
Так, сейчас еще посмотрим. Сейчас заряд, так, звук. Нет, звук у меня включен на полную. Так. Так, не слышно меня, да? Так. Не слышно, да? Так. А вот этот флеш у меня почему-то отключается. Я его нажимаю. Так, слышно, да? Ну, давайте попробуем сейчас, насколько, как будет звучать. Дорогие коллеги, приветствую вас, всех участников конференции, и поздравляю с прошедшим праздником. Днем памяти. Слышно, да? Отлично слышно все. Ну, ой, спасибо вам большое. Ну все, да? Ну, в принципе, да, по идее все. Ага. А я фотографии-то свои отправляла, закачайте, пожалуйста. Значит, где фотографии? А фотографии я отправляла Вячеславу Алексеевичу. Так, какой там у вас пароль? Сейчас вспомню пароль. Ага, все, вспомнил. Там 3 фотографии на выбор. Это в профиле надо закачивать код. А я сама могу закачать? Можете. Так, сейчас попробуем тогда. Это вы сейчас нажмите выход, во-первых, из этого вебинара выйдите. Так. Алло? Что? Все, есть фотография. А микрофон я включила, слышите, да, меня? Не слышу, не слышно. А звук как будто бы... А? Включила. Слышно? Так, ну давайте снова. Дорогие, фотография есть. Вы меня слышите, да? Ну все, прекрасно, хорошо. Все, спасибо огромное. Угу. Нина Михайловна, я вас выключаю пока. Когда дадут вам слово, тогда включаете микрофон. Хорошо. И презентация у вас сверху, ну, включит, если что. Сверху вот справа, где презентация, написано Мищенко. Вот вы ее нажмите. А презентацию-то у меня будут переключать. Будут переключать? Да, Тамара Александровна сказала, что будут переключать. Ну хорошо. Вы, в принципе, сами можете переключать, смотрите. А вот у меня закрыт будет экран текстом. Сейчас, подождите, мы сделаем там, разбираем, ну хорошо. Все, я вас отключаю тогда. Так, значит, я отключаю пока этот. А как я узнаю? Мне позвонят, да? Что слово дали? Почему? Вы слушаете вебинар-то, будьте с нами, вы будете нас слушать. Ну все понятно. Когда вам слово дадут, тогда включаете. Хорошо. Угу. Попробуйте еще историю, она тоже, говорит, не включается. Почему-то видео вчера. Можно я на секундочку прерву? Короче, вы в этом семинаре сделали сертификаты, но будет 6 часов, а не 2. 6, да. 6? Нет, там у них несколько, по 2 часа было. Все, это итоговые. 6 часов в приказе написано. Все нормально. Татьяна? История. Татьяна? Вот она говорит, что как ее отчество?
Татьяна, посмотрите, вверху у вас адресная строка, в которой написано proofme.com. Рядом с буковкой П слева есть замочек. По нему щелкните, и там надо у камеры, у микрофона поставить «Разрешить». Выбрать «Разрешить». И закрыть это окно. Сейчас еще чуешку буду. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, слышно. Отлично. Ага, хорошо. А скажите, пожалуйста, будет отдельно окно, где буду видна я, и сбоку как раз будет вся видна презентация, да? Да, вот ваша презентация будет видна. Да. А скажите, пожалуйста, я ее сама поставлю или вы поставите? Ну, вы вот видите сверху. А я знаю, я уже видела этот трюк, вот этот вот, да, вот это я беру. Да, вот нажимайте свою Да, презентацию. потом я беру свою, да, щелкните. и потом запустить презентацию, правильно? Нет, и внизу стрелочка. Стрелки, да. Да. И не спеша работает. Все, спасибо. Но я поняла, анимации нет. Будем так, ага. Да, анимации не будет здесь. Ну все, ага. До свидания, удачи нам всем. Да, удачи вам. С министерством поняла сенсоров, когда везде зарегистрировалась. Почему ее нету? Чуяшкова Мира Валерьевна. Мира Валерьевна, алло, вас забыла ведь, как самое точно называется ваше дело? Начальник отдела государственного. Вот, появилась трансляция. Алло. Звук есть? Что, лица-то нет? Звук есть. Почему? Может, не знаю.
Да, мы вас слышим. Ну, да плевать. Татьяна Бориславовна, мы вас слышим и видим. Все нормально. Меня видите? Да, вас видим. Угу, спасибо. Я просто тебя плохо вижу. Ага, да, у себя вы в маленьком окне. Маленький, а, вот теперь. Так что... Закрыто окно. Нормально. Так что Истомину надо будет, чтобы Дима назначил выступающим. Ну хотя она сейчас назначена, может оно так и останется. Так, зашли, да? Видите, да? Так, сейчас, секундочку. Мира Вячеславовна. Мира Валерьевна. Так, а где я ее не вижу? Почему-то здесь среди очереди. Чуяшкова. Вот, вижу. Вы модератор. У вас в правом окне, где видео написано, есть кнопочка микрофона. Включайте. Или видео. Нажимайте кнопочку микрофона. Пока мы вас не видим. А что он вам говорит? Нет, это Ольга Поводырёва. Здравствуйте. Теперь как отсюда выйти? Так. Зелененьким? Так, так. Да, Ольга, Так, выхожу. Да, все, мы вас слышим, все нормально. нормально. Можно чуть-чуть еще наклонить. Ага, вот так. Вот так, да. Так, хорошо, что-то не поняла, как выйти на видео. На крестик нажать или опять же на камеру нажать. Или крестик у вас внизу. Так, еще выключите. Ага. Крестик внизу, крестик не вижу. Вот это ваше окошко, где вы. И тут можно прям по микрофону еще раз нажать, и вы выключите. Так, давайте с вами. Смотрите, вот у вас есть адресная строка, где адрес. Profmi написано, .com и так далее. Видите, да? Сверху, чуть выше этого окна. Где видео? Алло, ага. Да, с вами. Так, сейчас кто-то появляется. Нет, это не вы. А слева от буквы П замочек. Нажмите замочек. И выберите камера разрешить, микрофон разрешить. У вас что там стоит? Да, где строка, да, там рядом справа от буквы. Мира Валерьевна. Еще раз микрофон попробуйте нажимать. Видео, если нажать рядом с микрофоном. Дим, у тебя конвертировалось, нет? У меня отконвертировалось, сейчас я загружу. Ничего, не появляетесь вы пока. Почему-то, может, этот... Добрый день, дорогие друзья. Даже не знаю, как вам помочь-то. Почему сертификат? А что там сертификат? Ничего нет, чтобы это... Вот когда замочек нажимаете... А больше ничего нет здесь, да? Хорошо. Там, где рядом с микрофоном, есть колесико.
И там есть выбор микрофона и выбор камеры. Ну, хотя бы микрофон. Выберите микрофон. Ну, сейчас попробуйте нажать микрофон. Так. Нет, не видно почему-то. Кто такая Валентина Жукова? Постоянно включается. Жукова. Да, мы тоже выступающие. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Выступающие. А если нажать кнопочку «Обновить», давайте попробуем обновить. Вот Ctrl F5 можно. Компьютер с телефона. А вы с телефона хотите или с компьютера? Она с телефона. А, с телефона. С телефона, наверное, я не знаю даже, как получится, навряд ли. Я не пробовал, по крайней мере, с телефона выступать. Такие задачки задают. Без заданий все рассудить. Не-не-не, я, честно говоря, мы и выступления с телефона-то и не тестировали, поэтому я не знаю, может в этом причина-то. Ну, все тогда пусть включается. Не знаю, может найдете где-то, есть под рукой или у вас вы дома? На работе? Ну, вот не смогли эту номинацию включить. Ну ладно, тогда не знаю, тогда только слушайте. В чате можете писать. Который год проводится, мне сейчас надо будет сказать пару слов. Это, слушайте, второй год, по-моему. Второй год, да? Это грузится. Ну, Марсана, вот когда это выступает? Загоровская. Она вот выступает, когда у нас закончится приветственное слово, получается. Я сейчас приветствие от института, передам ей приветствие от Министерства образования, Министерства национальной политики, потом включаем епископа, а потом вот это. Все, вы пошли открываться, Александр Алексеевич. Валентина Валентиновна, Спасибо. вы меня слышите? Валентина Валентиновна, вы меня слышите? Да, слышу. Да, мы начинаем, вы отключите пока свое видео. Когда вам слово дадут, тогда вы подключитесь. По крестику. Ага, спасибо. Добрый день, уважаемые участники Республиканской межведомственной научно-практической конференции «Экология языка и культуры». Мы рады вас приветствовать в этот светлый праздник. И приурочено это в рамках, конференция проводится в рамках Дней славянской письменности. Институт развития образования совместно с Министерством национальной политики и под руководством Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми уже второй год проводит такую конференцию. Нам радостно, что вы присоединяетесь к нам. Грустно, что вот в таком режиме онлайн, что ситуация с пандемией продолжается. Надеемся, что в будущем мы, собственно, сможем третью конференцию уже будем проводить в очном режиме, что позволит нам общаться вживую, услышать и увидеть вас. Но сегодня, на сегодняшний момент, на вторую республиканскую научно-практическую конференцию поступило свыше 20 работ, это очень радостно. В этом году впервые мы проводим конференцию так вот
в двух форматах. Первый формат выступления – это очное выступление онлайн, посредством онлайн. И второй формат – это стендовые доклады. Коллеги, сегодня стендовые доклады будут размещены на портале «Открытое образование» Республики Коми для того, чтобы вы могли ознакомиться, задавать вопросы коллегам. Диалог будет открыт. И, кроме того, также они будут выложены на портале «Подлет». В новостной ленте Института развития образования будет выложена вся информация, поэтому следите за новостями. Очень радостно, что сегодня к нам подключаются участники всех 3 направлений конференции. И наши федеральные эксперты к нам подключаются. И желаю нам всем хорошей работы. Работать мы будем следующим образом. Модератором конференции будет выступать Тамара Александровна Ичеткина. Собственно, вы все ее прекрасно знаете и работали с ней все это время по организации. И запланировано сегодня у нас выступление 9 участников. И, соответственно, коллеги, вопросы можно будет задавать как в чате. Вот сейчас я вижу, что вы активно в нем участвуете. И да, волнительно согласна. И, кроме того, у нас есть отдельно, вы видите, платформа ProofMe позволяет нам задавать вопросы. Во вкладочке «Вопросы» Тамара Александровна после выступления каждого участника будет просматривать, если будут какие-то появляться вопросы, а очень хотелось бы живого диалога, потому что это конференция, и мы, собственно, собираемся с вами для того, чтобы обсудить злободневные вопросы. Поэтому будем стараться сразу же подключать выступающих для того, чтобы они могли ответить. Коллеги, если у вас возникнут какие-то вопросы уже после конференции, когда вы проанализируете работы, платформа «Открытое образование» позволит вам это сделать, задавать вопросы, и живое общение посредством чата, либо посредством электронных писем, оно тоже возможно, и оно тоже приветствуется. Поэтому надеюсь, что у нас с вами сложностей никаких не возникнет, и мы будем готовы с вами к работе. Сейчас с приветственным словом, с наилучшими пожеланиями, к сожалению, не удалось подключиться Галине Ивановне Габушевой. Да, к сожалению, не удалось по техническим причинам, но она нам передает наилучшие пожелания, и Министерство национальной политики, да, очень активно помогало нам в организации работы конференции, как и Министерство образования, науки и молодежной политики. И, кроме того, с приветственным словом к нам обращается архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Петерим. Соответственно, вот сейчас мы к нему ждем его подключения. Пару слов Ждем, да? Да. Ну, вы понимаете, что тема очень интересна, и наш русский язык, родной русский язык, родная русская литература, корни, духовные корни, конечно же, имеет в языке церковнославянском. А церковнославянский язык до революции он был языком государственным, его изучали во всех учебных заведениях. И, конечно же, эта основа духовная, основа языка, она имела свое продолжение, отражение во всей филологической науке, литературе, искусстве, художественных произведениях. И мы с вами как раз, наверное, отметим это в нескольких докладах наших выступающих, что это очень тема глубокая, действительно важная. И владыка наш, архиепископ Петерим, тоже как раз обратит внимание на вот эти духовные основы. 24 мая мы с вами праздновали праздник равноапостольных Кирилла и Мефодия. Памятник Кириллу и Мефодию находится на Соборной площади нашего кафедрального Свято-Степановского собора. И после
божественной литургии 24 мая, воскресный день, был у этого памятника архиепископом проведен торжественный праздничный молебен, возложены цветы, а после этих торжественных мероприятий в звоннице, в зале звонницы был проведен онлайн-концерт, посвященный вот этому торжественному событию. И, конечно же, в ряде программ, передач телевизионных эта тема тоже отмечалась. И вот мы сейчас будем слушать нашего владыку. Дорогие друзья, поздравляю вас с днями славянской письменности и в онлайн-конференции, не просто повисшие в воздухе, но творящие род человеческий, творящие нашу с вами культуру. Для меня очень интересно и знаменательно, что Кирилл и Мефодий, учители славянские, нашли в нашем Крыму современное название, было Корсун, нашли там именно первые письмена Библии на русском языке, имеется в виду древнерусском языке. Вот это бы поприще еще изведать, потому как тогда бы не во время Кирилла Мефодия, а с первых веков при Андрее апостоле, это бы как раз просвещение и линия христианизации шла бы от апостольских времен. Поэтому, дорогие, изучайте, дерзайте, и пусть научно-практическая конференция даст новые и новые изыскания. Я хотела бы сейчас еще сказать несколько слов вводных, пока мы готовимся ко второму выступлению. Известный филолог, ученый Владимир Константинович Журавлев в 2002 году издал книгу «Русский язык и русский характер». И я бы вот хотела здесь основные такие моменты отметить в том, что эта книга – это задушевный разговор автора о духовных истоках и исторических судьбах русского литературного языка, народа и отечества нашего. И вот что он отмечал. Да, этот язык церковнославянский, сеявший Слово Божие в русскую душу, учил русского человека быть верным без лести, мужественным без жестокости, щедрым без расточительности, стойким без фанатизма, сильным без гордости, милосердным без тщеславия, ревностным без гнева и злобы. Конечно же, русский язык в лице лучших наших людей, наших лучших героев, он воплотил в себе нашу загадочную русскую душу. В нашем с вами, уже можно включить? В нашем с вами пленарном заседании участвует автор линейки учебников по русскому родному языку издательства «Просвещение» Сгаровская Ольга Владимировна. Она будет излагать или давать характеристику основному школьному предмету, который сейчас у нас реализуется в школе, русский родной язык, содержательные и методические аспекты, проблемы сбережения русского языка и русской духовной культуры в современном школьном образовании. Ну, пожалуйста, послушаем ее. Прежде всего, я хочу поблагодарить организаторов конференции за приглашение выступить на этом высоком форуме, посвященном проблемам экологии языка и культуры, которые рассматриваются в аспекте вопросов развития российского образования. Я рада приветствовать учителей-словесников города Сыктывкара и Республики Коми, с которой меня связывает очень много. 30 с лишним лет назад, будучи молодым преподавателем, я работала в Сыктывкарском университете и заведовала кафедрой русского языка. Сейчас я живу и работаю в Воронеже, в Воронежском педагогическом университете, но о Сыктывкаре и людях, с которыми я когда-то была знакома, я всегда помню. И сейчас мне действительно очень приятно выступать перед вами, дорогие друзья и коллеги. Тем более, что мое выступление, мой доклад касается русского языка и вопросов его сохранения и преподавания, то есть того,
чем я занимаюсь всю жизнь. Представляемый доклад посвящен новому школьному предмету «Русский родной язык», который в настоящее время включается в учебные планы большинства российских школ, по которому уже есть специальные учебники, выпущенные издательством «Просвещение» и включенные в федеральный перечень учебников, рекомендованных для использования в учреждениях общего образования. Известно, что введение предмета «Русский родной язык» в учебные планы современной российской школы вызывает у детей, у их родителей и даже у учителей различные чувства, от горячего одобрения до некоторого недоумения по поводу кажущегося дублирования предмета «Русский язык». Подобные недоумения, на мой взгляд, обусловлены только одной причиной – отсутствием полной информации о новой учебной дисциплине. Я участвовала в подготовке всех учебников по русскому родному языку для основной школы, то есть для 5-9 классов, готовила раздел «Язык и культура». Поэтому хорошо знаю содержание нового предмета и абсолютно убеждена в обоснованности его включения в систему российского языкового образования. Убеждена в том, что этот предмет при правильном понимании учителями и руководством школ его сущности, при правильной организации преподавания ни в коей мере не осложнит процесс школьного обучения, а будет способствовать его углублению и повышению качества в соответствии с потребностями современного общества. Мы же с вами прекрасно знаем, дорогие друзья, что в настоящее время русский язык переживает очень сложный период своего развития, который характеризуется целым рядом достаточно опасных для него тенденций и агрессивным влиянием иноязычной стихии, и снижением культуры русской речи, и повсеместным нарушением норм литературного словоупотребления. Все эти явления, вы это отлично знаете, разрушительны для национальной целостности русского языка и целостности русского литературного языка, как его высшей формы. Помимо этого, я бы хотела еще подчеркнуть отдельно, современная языковая ситуация в России характеризуется и весьма тревожными явлениями, относящимися к сфере языкового сознания современных молодых россиян. Многие молодые люди в настоящее время, живя в России, предпочитают серьезно изучать не родной русский язык, а иностранный, а к русскому родному нередко относятся пренебрежительно, не понимая его истинного значения и роли для отдельного человека, для страны и русской нации. Нет сомнения в том, что русский язык в настоящее время нуждается в особой поддержке, а также защите, и особая ответственность в этом плане ложится на школу. Именно поэтому усиление внимания к русскому родному языку в современной школе и введение в учебные программы наших школ предмета «Русский родной язык» представляется безусловно положительным явлением, своевременным и нужным. И еще, мне кажется, это очень важно, следует говорить о том, что введение предмета «Русский родной язык» представляет собой усиление государственной поддержки русского языка как языка национального и языка государственного. Для того, чтобы правильно организовать обучение школьников по предмету «Русский родной язык», необходимо четко представлять особенности его содержания, задачи, требования к обучающимся и место в учебных планах образовательных учреждений. Об этом мы сейчас и будем говорить. Итак, первое, что следует четко обозначить. Русский родной язык – это новый учебный предмет. Он отличается от традиционного курса по целям и задачам, по статусу и месту в учебных планах школ, по содержанию и по требованиям к результатам освоения и способам оценивания.
Предмет «Русский родной язык» ориентирован на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, но не на его замену. Комментирование отличий предмета «Русский родной язык» от традиционного курса русского языка начнем с целей. Как известно, традиционный курс русского языка имеет целый ряд целей, как духовно-нравственного, так и предметного характера. И в ряду таких целей обозначены не только воспитание духовно богатой личности, не только воспитание уважения к родному языку и овладение им как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности, но и формирование языковой компетенции учащихся. Языковая компетенция, как прекрасно знают все учителя, предполагает овладение знаниями об устройстве системы русского языка, то есть овладение знаниями о языковых единицах, их отношениях, о разных видах анализа, фонетического, морфологического, лексического, синтаксического, овладение знаниями о соединении языковых единиц высказывания, об оформлении письменной речи, овладение правилами орфографии, пунктуации и так далее. Новый же предмет «Родной русский язык» в качестве основных имеет цели не предметные, а духовно-нравственные и воспитательные. Это прежде всего формирование познавательного интереса к русскому языку и через него интереса к родной культуре, осознание исторической преемственности поколений и своей ответственности за сохранение русского языка. То есть предмет «Русский родной язык» ориентирован на изучение русского языка как инструмента познания русской культуры и инструмента приобщения к русской культуре. Он не предусматривает изучение системы русского языка и его единиц. Важнейшими задачами курса «Русский родной язык» являются, прежде всего, задачи приобщения школьников к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование представления о сходстве и различиях русского и других языков, а также расширение представлений о русской языковой картине мира и о национальном языке как базе нравственно-интеллектуальных, духовных ценностей русского народа. Конечно, следует учитывать, что новый учебный курс «Русский родной язык» ориентирован также и на некоторые общепредметные цели и задачи. Без этого, конечно, невозможно обучение русскому родному языку и овладение русским родным языком. Что я имею в виду? Этот новый курс, конечно, ориентирован также на расширение знаний школьников в области русской речи и культуры русской речи, в области анализа текстов разных функциональных разновидностей русского языка, в области создания собственных текстов разных жанров. Он ориентирован, конечно, и на совершенствование коммуникативных умений школьников, необходимых для свободного владения русским литературным языком. Он ориентирован на развитие проектного и исследовательского мышления учащихся, на приобретение ими практического опыта исследовательской работы по русскому языку. И это очень важно, мы об этом чуть позже еще будем говорить. Но в целом названные мной вот сейчас предметные цели являются все-таки дополнительными по отношению к тем основным духовно-нравственным, о которых мы говорили ранее. Различие в целях и задачах предметов «Русский родной язык» и «Русский язык» определяет различия в статусе этих предметов, их месте в учебных планах школы, характере оценивания результатов обучения. Оба предмета входят в обязательные предметные области, но традиционный русский язык
также является и обязательным предметом, а новый предмет «русский родной язык» оказывается предметом по выбору в обязательной предметной области. Новый предмет «русский родной язык» не предполагает государственной аттестации. Основная форма контроля по этому предмету – проектно-исследовательские работы. Обозначенные различия являются очень важными, и их надо хорошо осознавать. Новый курс «Русский родной язык» вводится на серьезной законодательной базе, которая и определяет его характеристики и место в учебном плане образовательной организации. Как известно, в июле 2018 года были внесены изменения в 2 статьи Федерального закона об образовании. Было добавлено, что федеральные государственные стандарты обеспечивают гражданам Российской Федерации получение образования на родных языках и обеспечивает изучение родных языков, в том числе изучение русского языка как родного. Граждане Российской Федерации имеют право на изучение родного языка и имеют свободный выбор не только языка образования, но и изучаемого родного языка. Такой выбор осуществляется по заявлению родителей или законных представителей школьников. То есть, теперь в законе об образовании утверждается, что русский язык относится к числу родных языков народов Российской Федерации, и федеральные государственные стандарты обеспечивают изучение русского языка как родного. В октябре 2018 года в письме Министерства образования и науки, направленном в регионы, впервые был употреблен термин «русский родной язык», и давались разъяснения о том, что в Российской Федерации есть язык обучения, это русский государственный, и есть родной язык, который определяется самим обучающимся или его родителями, или представителями. Еще в декабре 2018 года Министерство образования Российской Федерации направило в субъекты Российской Федерации рекомендации по использованию Федерального закона об образовании в части изучения родных языков. И в этих рекомендациях утверждалось, что, во-первых, предметные области, в которые входит родной русский язык, являются обязательными для изучения. Во-вторых, недопустимо изучать родной русский язык за счет учебного времени, выделенного на изучение основного предмета русский язык. Входят в обязательные предметные области, но традиционный русский язык также является и обязательным предметом, а новый предмет «русский родной язык» оказывается предметом по выбору в обязательной предметной области. Новый предмет «русский родной язык» не предполагает государственной аттестации. Основная форма контроля по этому предмету – проектно-исследовательские работы. Обозначенные различия являются очень важными, и их надо хорошо осознавать. Новый курс «Русский родной язык» вводится на серьезной законодательной базе, которая и определяет его характеристики и место в учебном плане образовательной организации. Как известно, в июле 2018 утверждалось, что, во-первых, предметные области, в которые входит родной русский язык, являются обязательными для изучения. Во-вторых, недопустимо изучать родной русский язык за счет учебного времени,
выделенного на изучение основного предмета русский язык. И в-третьих, что принципиально важно, время на изучение нового предмета определяется самой школой. В соответствии с общими рекомендациями и примерными программами, о которых мы еще будем говорить, в основной школе на изучение предмета русский родной язык предполагается следующий объем часов. 5 и 6 классы по 70 часов, 2 часа в неделю, 7 и 9 по 35 часов, 1 час в неделю. Но при этом, еще раз подчеркиваю, в соответствии с документами, определяющими правила работы в современной школе, объем часов на новый предмет определяется учебными планами и образовательными программами, которые разрабатываются самими учебными заведениями. Основные различия между предметами русский язык и русский родной язык касаются, безусловно, их содержания. Как известно, содержание традиционного курса русского языка ориентировано на формирование 4 видов компетенций: коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой. В традиционном курсе русского языка наиболее объемными, представительными, как мы хорошо знаем, являются разделы и темы, связанные с формированием языковой компетенции учащихся. Это разделы фонетика, орфоэпия, лексика, морфология, синтаксис, а также разделы, посвященные правилам правописания. Конечно, в соответствии с современными федеральными стандартами, в содержании школьных программ и учебников по основному традиционному курсу русского языка представлены материалы, ориентированные на формирование и коммуникативной компетенции, и компетенции культуроведческой. А культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки о связи русского языка с историей и культурой русского народа. Однако, если формированию коммуникативной компетенции в современных программах и учебниках по традиционному курсу русского языка уделяется все больше и больше внимания, то материалы, связанные с компетенцией культуроведческой, занимают в основном курсе русского языка весьма незначительное место. Они в небольших объемах, конечно, представлены, но представлены, скажем, в некоторых только разделах, посвященных русской лексике, устаревшей лексике или неологизмам, в разделах, посвященных русской фразеологии. Конечно, практически во всех традиционных учебниках русского языка есть слова «боярин», «вече», «терем», «оче». С одной стороны, это слова устаревшие, или с другой стороны, слова «спутник», «прилуниться», которые когда-то были неологизмами. Конечно, приводятся пословицы и поговорки русского народа. Отдельные сведения культурологического характера иллюстрируются в учебниках традиционного курса русского языка при толкованиях слов или рассматриваются в некоторых текстах. Более того, в некоторых учебниках современных по традиционному курсу русского языка вводятся даже специальные рубрики из истории языка, этимологическая справка, этимологические сведения. Через эти рубрики дается дополнительный материал для культуроведческого комментария языковых фактов. Но даже несмотря на введение в некоторых учебниках дополнительных рубрик, в целом роль сведений культурологического, культуроведческого характера в содержании традиционного курса русского языка весьма невелика. Недаром
В некоторых школах учителя нередко пытались вводить дополнительные факультативные и лективные самостоятельно подготовленные курсы по таким, например, темам, как из истории русского языка, русская фразеология, история края в названиях, русский речевой этикет и так далее. Новый предмет «Русский родной язык», в отличие от традиционного, специально предназначен для работы по формированию прежде всего культуроведческой, а также коммуникативной компетенции школьников. И в этом его принципиальное отличие от традиционного курса русского языка. В содержании предмета «Русский родной язык» выделяется 3 блока или 3 модуля. Язык и культура, культура речи, речь, текст. Первый содержательный модуль «Язык и культура» ориентирован на отражение связей русского языка с материальной и духовной культурой и историей русского народа и выявление национально-культурной специфики русского языка в сравнении с другими языками. В этом блоке содержатся теоретические сведения, а также многочисленные задания, направленные, например, на понимание внутренней формы слова, на понимание русских пословиц и поговорок, на осознание национальных особенностей в обозначении окружающего мира, на понимание особенностей русского речевого этикета и его истории, на осознание процессов развития русской лексики, включая заимствования, на понимание тех процессов, которые происходят в русском языке в последние десятилетия, включая процессы, связанные с изменением формы и форм существования русского языка, процессов, связанных с появлением нового вида этического комментария языковых фактов. Но даже несмотря на введение выявление национально-культурной специфики русского языка в сравнении с другими языками. В этом блоке содержатся теоретические сведения, а также многочисленные задания, направленные, например, на понимание внутренней формы слова, на понимание тех процессов, которые происходят в русском языке в последние десятилетия, включая процессы, связанные с изменением формы и форм существования русского языка, процессов, связанных с появлением нового вида общения и нового вида существования русского языка, языка виртуального общения, языка интернета. Приведу некоторые примеры. Например, в учебнике для 5 класса приводится интересный текст известного лингвиста Николая Максимовича Шанского об истории слова «окно», которое в русском языке, как мы хорошо знаем, образовалось от слова «око», у него когда-то у этого слова выделялся суффикс «н», но суть предложенного текста в другом. По тексту становится понятно, что нашими предками окно осознавалось не как отверстие в стене для света и воздуха, а отверстие для того, чтобы можно было видеть, что происходит вне дома. В этом же учебнике дается задание поразмышлять о том, какое число скрывается за числительным 39 в выражении из русских сказок «За 39 земель». При этом предлагается информация о том, что в старину в народном русском языке наряду с общей десятиричной системой счета существовала и девятиричная, то есть счет девятками.
В этом же учебнике для 5 класса есть параграфы из истории русской письменности с таблицами соотношения кириллических и греческих букв, специальный параграф «История в слове», посвященный названиям предметов традиционной русской одежды и традиционного русского быта, где речь идет о таких, например, словах, как сарафан, душегрей, изба, красный угол. И говорится, например, что слово «сарафан», которое мы привыкли осознавать как русское, пришло из персидского языка. В учебнике для иноязычной лексики современные фразеологизмы. Для 7 класса русский язык как развивающееся явление, устаревшие слова как живые свидетели истории. Для 8 класса иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных текстах, публицистике или русский человек в обращении к другим. А для 9 ключевые слова русской культуры, новые иноязычные заимствования, словообразовательные неологизмы в современном русском языке. Второй модуль содержания нового предмета «Русский родной язык» – это модуль «Культура речи». Данный содержательный блок ориентирован на формирование у школьников осознанного отношения к использованию языка в разных сферах и ситуациях общения, на повышение культуры речи, на сознательное использование разных типов языковых норм с учетом чистоты, богатства и выразительности речи. В этом блоке содержатся теоретические сведения и многочисленные задания, касающиеся также трудностей современного русского словоупотребления, исправления ошибок, работы с нормативными словарями. Особенностью вот этой части содержания нового предмета «Русский родной язык» является исторический подход к нормам литературного словоупотребления и направленность на понимание нормы как явления развивающегося и допускающего варианты. В материалах, которые предлагаются по этому разделу в учебниках, даются расширенные сведения о становлении и развитии норм, о современных трудностях в использовании языковых единиц. Конечно, самое большое внимание уделяется наиболее сложным случаям русского словоупотребления, тем, которые вызывают особенные трудности. Имеется в виду слова типа «квартал», «торты», «компьютер», но шинель, газопровод, приехать из Москвы, поезжай, поскользнуться и тому подобное. В параграфах, которые соответствуют вот этому разделу культуры речи, приводится также информация о современных нормативных словарях русского языка, что является принципиально важным для современной языковой ситуации, когда мы видим издания самые разные, часто абсолютно некорректные. Приводится информация об изменениях литературных норм. Причем такие сведения даются уже и в учебниках 5 класса, и для учебников 6 класса, и, естественно, и дальше. Например, в учебнике для 8 класса объясняется, почему русское произношение акающее, а не окающее, а также рассматриваются некоторые тенденции развития современного русского произношения. А вот в учебнике 5 класса даются некоторые сведения об изменении норм на базе сравнительной таблицы с орфоэпическими нормами, отраженными в словарях русского языка середины XX века, и современными. И из этой таблицы, которая предлагается в 5 классе, совершенно очевидно становится, что совсем недавно в русском языке нормативными были только формы сливошный, яблочный и буднишный. А вот в учебнике для 9 класса школьникам, достаточно взрослым, предлагается интереснейший фрагмент,
из интервью с одним из авторов новейшего академического орфоэпического словаря русского языка, я имею в виду большой орфоэпический словарь русского языка под редакцией Калинчук, так вот фрагмент с одним из авторов этого словаря об изменениях в ударениях русских глаголов. И автор этого интервью высказывает мнение о том, что, возможно, в недалеком будущем глагольная форма «звонит» уже не будет единственно правильной, ведь изменились же нормы в словах «катит», «уж зима катит в глаза», «варит» и «дарит». В настоящее время нормативным произношением является, естественно, «катит», «варит» и «дарит». Вот такие тексты информативного характера для размышления также помещаются в учебниках по русскому родному языку. В этих же учебниках, прежде всего в учебнике 9 класса, предлагается материал по правилам сетевого этикета. Содержание раздела культуры речи в учебниках «Русский родной язык» можно представить по перечню некоторых тем, по перечню названий параграфов, который дан на слайде. Скажем, 5 класс. Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы. 6 класс. Нормы произношения отдельных грамматических форм или особенности склонения имен собственных, что сейчас очень важно. 7 класс – типичные грамматические ошибки, нормы русского вербального и невербального этикета. 8 класс – типичные орфоэпические и акцентологические ошибки, трудные случаи согласования в русском языке и специальный параграф особенности современного речевого этикета. 9 класс – правила сетевого этикета. 3 содержательный блок предмета «Русский родной язык» называется «Речь, текст». Содержание этого блока направлено на совершенствование разных видов речевой деятельности школьников, на развитие умений и навыков использования языка в жизненно важных ситуациях общения, на развитие навыков понимания, анализа и создания собственных текстов разных типов, видов и жанров. Большое внимание в этом разделе уделяется разным видам слушания и чтения текстов, а также преобразованию их информации. В разделе «Речь, текст» для изучения предлагаются, например, такие темы. 5 класс. Разговорная речь, просьба, извинения. Научно-учебный подстиль, план ответа на уроки, план текста. 6 класс. Разговорная речь, рассказ о событии. 7 класс. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 8 класс. Эффективные приемы слушания, разговорная речь и самопрезентация. А в 9 классе русский язык в интернете или язык художественной литературы, прецедентные тексты. Завершая разговор о содержании нового учебного предмета, следует отметить, что новый школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, сопровождает и поддерживает его. И основные содержательные линии нового предмета, я думаю, это было видно из того, о чем мы говорили, соотносятся с основными содержательными линиями традиционного курса русского языка, но не дублируют их. Темы для изучения в новом учебном курсе также не дублируют темы традиционного учебника и темы традиционного школьного курса русского языка.
Следующий вопрос, на котором необходимо остановиться, это вопрос об учебно-методическом обеспечении предмета «Русский родной язык». В настоящее время этот предмет полностью обеспечен учебниками, программами и методическими указаниями для учителя. В издательстве «Просвещение» выпущены учебники для всех классов начальной и основной школы. Эти учебники, как я уже говорила, включены в федеральный перечень изданий, рекомендуемых для использования в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации и могут приобретаться за счет бюджета. Данные учебники, представленные на слайде и выпускаемые издательством «Просвещение», подготовлены авторским коллективом, в которые входят ученые-лингвисты, педагоги, методисты и практикующие учителя-словесники. Руководителем этого коллектива выступила Ольга Макаровна Александрова, ученица Шанского, кандидат педагогических наук, заместитель заведующего лабораторией филологического общего образования Российской академии образования. На наш взгляд, данные учебники получились содержательными и по-настоящему новыми. Одна из главных трудностей в их подготовке состояла в стремлении сочетать достойный научный уровень предлагаемого материала с доступностью его изложения. При работе над учебниками по русскому родному языку авторский коллектив опирался на 3 основные методологические идеи. Первое. Русский язык неразрывно связан с национальной русской культурой. Это зеркало русской культуры. И осознание вот данного момента каждым человеком может дать серьезные гарантии для сбережения русского языка и его поддержки. Вторая идея. Русский язык – это живой организм, который находится в постоянном развитии и движении. В нем всегда что-то умирает, а что-то рождается или возрождается. И поэтому изучение родного языка и оценка каких-то его явлений с необходимостью должны быть культурно-историческими. И третье. Язык реализуется и живет только в речевых произведениях, то есть только в текстах. Именно поэтому знание родного языка и владение им проявляются прежде всего в уровне культуры родной речи и в умении воспринимать речевые произведения, то есть тексты, а также создавать собственные, соблюдая требования культуры речи и речевого этикета. В соответствии с основными идеями построения учебного курса «Русский родной язык» все параграфы учебников по этой дисциплине построены на текстовой основе, и большая часть заданий также основана на текстах, в том числе научных, художественных, публицистических. Отбор текстов проводился с учетом их историко-культурной и эстетической ценности, значимости для морально-нравственного воспитания молодых носителей русского языка, а также актуальности для молодежной аудитории. Важно, что в каждом параграфе, как правило, используется несколько текстов из научной, художественной, публицистической литературы, а также из сетевого общения. Сами задания по текстам разнообразны. Например, на слайде показан фрагмент параграфа из учебника для 5 класса. Параграф называется «Язык, волшебное зеркало мира и национальной культуры». Так вот, первый текст здесь – это текст Шанского из его книги «Лингвистические детективы», и к этому тексту даются задания. Сначала бегло прочитайте рассказ из книги Николая Максимовича Шанского, какую историю рассказывает автор. После текста предлагается еще несколько заданий. Внимательно прочитайте текст еще раз, с какой целью автор рассказывает эту лингвистическую историю. Найдите предложение, в котором выражена основная мысль автора, и так далее. Последнее задание по тексту. Перескажите текст, дополнив его информацией из рубрики
«Диалог культур». И здесь же даются, в этой рубрике, даются материалы, показывающие различия между языками в отражении мира. И в продолжении вот этой темы различий в отражении мира в этом же параграфе в учебнике 5 класса предлагается текст с информацией о басне Крылова «Стрекоза и муравей» и иллюстрациями к этой басне. Одна из иллюстраций старинная, на ней изображен кузнечик. И в тексте идет речь о том, что в XVIII и начале XIX века слово «стрекоза» в русском языке было общим обозначением и стрекозы, и кузнечика. Именно поэтому в басне Крылова говорится о том, что стрекоза уж теперь не поет, а до этого она пела. К тексту, естественно, даются вопросы, и один из них — найдите в интернете сведения об истории создания басни Крылова «Стрекоза и муравей», уточните, что еще скрывается за привычными строчками. Особенностью построения учебников по русскому родному языку является их четкая структура, предполагающая наблюдения, теоретические сведения, упражнения, творческие задания, в том числе проектные. Теоретические сведения могут предварять задания и наблюдения, могут идти после упражнений, предполагающих какие-то наблюдения и размышления. Вот здесь на слайде помещен фрагмент учебника для 9 класса. Начинается параграф переосмысления значений слов в современном русском языке. Даются некоторые теоретические сведения, предлагаются материалы из истории языка. Далее упражнения на сравнение материалов словарей русского языка советского и новейшего времени и целая серия заданий на анализ семантики значений слов, на объяснение изменений и так далее. На этом же слайде видны еще задания, которые завершают материал предыдущего параграфа. Здесь есть такие задания: опираясь на проведенное высказывание, напишите сочинение рассуждения о пополнении русского языка словообразовательными неологизмами. Подготовьте проект «Словарный бум в русском языке новейшего периода». Используйте материалы параграфов 6 и 7. И пунктуационный практикум, который представляет собой фрагмент из очень интересного и содержательного текста одного из современных лингвистов. В учебниках широко используется целая система рубрик. Это рубрики «Моя Россия», «Из истории языка», «Диалог культур», «Лингвистические заметки», «Толковый словарь», «Говори правильно», «Круг чтения». Материал, данный в рубриках, позволяет углубить и расширить предлагаемый в основном тексте параграфа материал, предложить разные точки зрения по какому-нибудь вопросу, обратить внимание школьников на важные, значимые факты для истории России и ее культуры, рассказать о великих людях, памятниках культуры, книгах, которые следует прочесть, дать более наглядные представления о языковых изменениях, об изменениях в культуре. Для этого широко используются таблицы и иллюстрации. Примеры организации параграфов, включающих разные рубрики, представлены на слайдах 24, 25, 26. На этом слайде представлен фрагмент параграфа
из учебника 5 класса. И здесь есть рубрика «Моя Россия». В этой рубрике дается фотография церкви Покрова на Нерли во Владимирской области и задание «Попробуйте объяснить, почему эту церковь называют Лебедь-храм». Предлагается, конечно, и информация об этой церкви. А текст посвящен истории памятника «День народного единства» и предлагается фотография памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, памятник, который стоит в Нижнем Новгороде. Разнообразие рубрик, используемых в учебниках по родному русскому языку, можно продемонстрировать, проиллюстрировать на примере некоторых параграфов. На этом слайде видна рубрика «Моя Россия», посвященная церкви Покрова на Нерли во Владимирской области. Здесь же в этом параграфе помещена фотография памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде, и эта иллюстрация сопровождает текст об истории праздника День защитника Отечества. На этом слайде представлен фрагмент параграфа с рубриками «Толковый словарь» и «Говорите правильно». А вот на этом слайде показана рубрика «Лингвистические заметки» из параграфа, посвященного сложно сокращенным словам и словам принципиально новым в русском языке. В этой рубрике речь идет о правописании названий социальных сетей Facebook, ВКонтакте, Инстаграм. Эта информация, безусловно, интересна для школьников. Следует особенно подчеркнуть, что задания и упражнения, предлагаемые в учебниках по русскому родному языку, носят практикоориентированный и творческий характер. Многие из них предполагают самостоятельную работу по поиску и обработке языковых научных данных, обращение к самым разным источникам информации, в том числе размещенным в интернете. Широко используются в этих учебниках и проектные задания самых разных типов. На слайде приведены примеры некоторых проектных заданий. Скажем, подготовьте проект «Устаревшая лексика» в произведениях русских писателей-классиков. Или подготовьте проект «Русский язык в интернете», выбрав для анализа один из его разговорных жанров – блоги, социальные сети, чаты, форумы и так далее. Или вот интересный проект «Новые крылатые слова из современных мультфильмов», «Новые крылатые слова из современной рекламы» и так далее. Все учебники, которые подготовлены для сопровождения курса «Русский родной язык», выстроены с учетом преемственности. Но, я хотела бы это также отдельно подчеркнуть, они могут использоваться и раздельно. Помимо учебников, новый школьный предмет обеспечен программами и методическими указаниями для учителя. Прежде всего, подготовлены и опубликованы примерные образовательные программы по учебному курсу «Русский родной язык» для начальной и основной школы, которые уже вошли в государственный реестр примерных образовательных программ. Главным учебно-методическим изданием для основной школы в этом ряду является работа Александрова-Гостева-Добротина «Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5-9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций». Эта работа вышла в Москве в издательстве «Просвещение» в этом 2020 году. В издании «Русский родной язык. Примерные рабочие программы» 5-9 классы, о котором мы сейчас говорили,
представлен разный учебно-методический и дидактический материал. Во-первых, в этой книге представлена общая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов. Далее, варианты рабочих программ по русскому языку для каждого класса с примерным тематическим планированием, с примерными темами проектных и исследовательских работ. Причем тематическое планирование здесь соответствует содержанию тех учебных пособий, тех учебников «Русский родной язык», о которых мы только что говорили. И в-третьих, в этой книге представлены материалы для контроля и оценивания планируемых результатов. Здесь есть примеры проверочных работ в форме проектных заданий. Здесь есть система оценивания деятельности школьников, есть примеры заданий для текущего итогового контроля, а также приводятся возможные критерии оценивания проектных и исследовательских работ. Те материалы, о которых я сейчас говорила, в частности, рабочие программы, примеры проверочных работ, рекомендации по организации оценивания работы школьников по предмету «Русский родной язык» в настоящее время размещены на сайте издательства «Просвещение» и на других сайтах в интернете. Дорогие друзья, я понимаю, что мое выступление излишне затянулось, но мне казалось важным осветить разные аспекты нового предмета «Родной русский язык». В заключении своего доклада я хотела бы выразить надежду на то, что и новые учебные предметы, учебники, о которых я сегодня говорила, выпущенные издательством «Просвещение», будут интересны и полезны не только школьникам, но и учителям, то есть вам, в вашей трудной и благородной работе образования и воспитания детей, формированию у них любви и уважения к русскому языку, к русской литературе, уважения к русской духовной культуре и духовным традициям русского народа. Ведь именно школа в нашей стране сейчас остается одним из немногих социальных институтов, где забота о поддержке и сохранении русского языка, как хранилище духовной культуры народа, может быть особенно действенной. Я желаю всем вам, дорогие друзья, успехов в вашей работе, в творчестве. Желаю вдохновения, а главное – здоровья. Успехов вам и на сегодняшней конференции. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Уважаемые коллеги, мы прослушали с вами доклад Загоровской Ольги Владимировны. Мы ее благодарим за такой комплексный, содержательный доклад по новому курсу. И я хотела сказать, что я думаю, запись всем выступлениям мы можем предоставить всем нашей конференции, и особенно для руководителей РМО, русского языка и литературы, и они могут взять, прослушать, обсудить в своих заседаниях РМО и на уровне муниципальном, и на уровне школьном, с тем, чтобы все эти рекомендации использовать в своей работе. Вчера, 27 мая, мы на сайте нашем разместили ссылку на лекцию «И нравы, и язык, и старина Цветая» Макаровой Елены Владимировны. Елена Владимировна в прошлом году принимала участие в первом нашем событии научно-практической конференции «Экология языка и культуры». Она является педагогом, доцентом педагогического факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета города Москвы. И Елена Владимировна проводила здесь серию семинаров, связанных с церковно-славянским языком. И сейчас мы включим начало этой лекции для того, чтобы послушать ее приветствие в адрес участников нашей конференции. Добрый день. Я рада всех приветствовать. Благодарю за приглашение участвовать в вашей онлайн-конференции и позвольте предложить вам небольшой обзор
тем, которые имеют непосредственное отношение к тем праздникам, которые в эти дни празднует не только наша страна, но и многие другие страны. Это Дни славянской письменности и культуры. Давайте вспомним людей, с которыми связаны эти события. Я считаю, это делать совершенно необходимо, и повторять каждый раз тоже это очень-очень важно. Сейчас мы включим презентацию. Итак, святые создатели славянской азбуки, той удивительной, загадочной азбуки, которую предстоит еще изучать и изучать, и очень много таится неисследованных моментов в ее создании. Так вот, создатели славянской азбуки, святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, не нужно забывать об этом, принадлежали к самой развитой за все время существования нашего мира цивилизации, к византийской цивилизации. Это люди были глубоко укорененные в вере, очень хорошо знавшие различные языки, свободно ими владевшие и горевшие желанием помогать другим осваивать удивительные знания, без которых невозможно счастливое существование человека. Родились они в Греции. Вот мне хочется, чтобы мы сейчас с вами вместе посмотрели карту, увидели, где на карте находится их родной город, который греки называют Фессалоники. Мы немножечко по-другому его называем. И вот перед нами современный вид этого города, Белая башня, являющаяся символом этого города. И нам известно, что младший брат, который с детства был действительно удивительным ребенком, как мы скажем сейчас, вундеркиндом, очень способный был к изучению всевозможных языков, получению знаний, продолжил свое обучение вместе с императором, будущим императором Михаилом Византийским. Поэтому, конечно, то, что он смог впитать в качестве получаемых знаний, безусловно, принадлежало к самому-самому высокому уровню образования. И мне хотелось бы с вами заглянуть еще в удивительный город Венецию, потому что когда год назад я была у вас на днях празднования Дней славянской письменности и культуры, мои слушатели, с которыми я с удовольствием встречалась, рассказали мне, что Венеция построена на сваях из деревьев, которые доставлены были в Италию как раз с ваших земель, которые славятся лесами. И вот Венеция стоит. Для нас, конечно, это большая гордость. И я обещала своим слушателям, что каждый раз, когда я буду читать об этом лекцию, рассказывать и студентам, и преподавателям, с которыми я встречаюсь, об этом удивительном факте. Так что я хочу сказать, что это уже было сделано мной и не один раз. Но давайте теперь заглянем в Рим. Именно благодаря Риму, вот Рим был той очень важной точкой в истории появления славянской письменности, потому что именно Папа Римский утвердил славянскую азбуку. И вот один интересный факт, он не только утвердил ее, но и повелел в славном городе Риме отслужить богослужение на языке, на славянском языке, которому была уже приобщена и письменность, которой он до этого не обладал. Заглянем мы и совсем недалеко от Колизея, который мы сейчас видели, в базилику Климента Римского. О Клименте Римском, конечно, говорить можно очень много, но сейчас мы только полюбуемся золотыми мозаиками этого удивительного сооружения и спустимся в крипт. В крипт, где покоятся мощи святого равноапостольного Константина, которого именовали при жизни философом за его необыкновенную мудрость, отличавшую его от многих-многих людей того времени. И давайте, конечно же, побываем и в городе Велиграде, на территории Чехии, откуда, собственно, и происходили все события, связанные с появлением славянской письменности. И в этом городе старший брат Мефодий тоже отошел в мир иной. Вот давайте посмотрим на него с высоты птичьего полета. И перейдем уже к нашей теме. Перед нами
3 азбуки. Первая – это греческая. Не будь удивительного греческого языка и греческой азбуки, наверное, не появилось бы никогда то, что сейчас именуется славянской азбукой. Но перед нами 2 изображения – глаголица и кириллица. Всматриваясь в них, мы, конечно же, перейдем сейчас к тому, что произошло на вашей земле в 1372 году. Вот мы видим, да, что славянская азбука была создана в IX веке, в 863 году. И вот практически 500 лет спустя происходит удивительное совершенно событие в истории письменности всего мира. Это появление древней пермской письменности и визарианской азбуки, которая, давайте мы тоже посмотрим на нее, вобрала в себя графические черты и кириллицы, и глаголицы, и еще ряда других азбук, что говорит о том, что Стефан Пермский действительно достойнейший наследник, продолжатель дела Кирилла и Мефодия, потому что только человек, хорошо осведомленный в многих письменностях, мог создать такое удивительное творение. Какое же значение для нас с вами играет этот удивительный акт? Дело в том, что Кирилл и Мефодий, являясь людьми действительно принадлежащими к элите цивилизации того времени, создавая свою азбуку, имели в виду самый высокий уровень образования. Вот давайте вслушаемся в их имена. Святой Кирилл. Кирилл в переводе на современный язык означает солнце, то есть это то, что нас освещает. Святой Мефодий. Но Мефодий, если кто-то из вас бывал в славянских странах, наверное, уже мог сталкиваться с тем, что многие славяне Мефодий называют метод. И вот тут мы, преподаватели, задумаемся о том, что получается такая своего рода игра слов «святой метод». Мы с вами все, безусловно, приобщены к методу, к методике. Мы являемся методистами, занимаемся методологическими какими-то, кто-то из нас занимается методологическими изысканиями. Но вот когда к слову «метод», который переводится, один из переводов этого слова «путь», когда к этому слову добавляется слово «святой», то это уже очень высокий уровень, к которому мы должны стремиться. Так вот, святой метод, святой путь, в чем же он состоит? Конечно же, прежде всего, в основу любого просветителя должна лежать любовь к тем людям, которым он собирается это просвещение нести. И, безусловно, Стефан Пермский, любя тех людей, которых он видел, ведь вы прекрасно знаете, как он выбрал свой путь, просветительский, миссионерский, апостольский путь, и что двигало его трудами. Меня попросили рассказать о тех учебных пособиях, которые сейчас используют. Уважаемые коллеги, продолжение выступления Елены Владимировны можно послушать на нашем сайте в записи за 27 мая. И я сейчас бы хотела перейти уже непосредственно к выступающим нашим коллегам, учителям русского языка и литературы, которые подготовили свои интересные доклады и которые готовы поделиться опытом преподавания родного русского языка, родной русской литературы. Но прежде чем перейти к методике, мне бы хотелось еще остановиться на тех вопросах, которые как раз являются такими концептуальными вопросами. Русская культура как основа национальной самоидентификации. Такой темой перед нами выступит Мищенко Нина Михайловна. Она, все вы ее хорошо знаете, заслуженный наш работник Института развития образования, заместитель председателя Общества православных педагогов имени святителя Стефана Пермского, член Совета Комрегионального общественного движения по возрождению национально-культурной жизни русского народа «Русский мир». Нина Михайловна, мы вас слушаем. Появилась она? Нет? Слышно, да? Появилась? Угу. Надо ей звонить? Нет, появилась.
Русская культура как основа национальной самоидентификации. Дорогие коллеги, приветствую вас, всех участников конференции, и поздравляю с прошедшим праздником Днем памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. И с удовлетворением отмечаю, что Институт развития образования сохраняет традиции духовно-нравственного образования и отмечает День славянской письменности и культуры проведением вот данной онлайн-конференции и, наверное, другими мероприятиями. Поздравляю также всех с праздником Вознесения Господня, который мы сегодня отмечаем. И хотелось бы мне еще вспомнить прошлое. Дело в том, что первым начал праздновать в Республике Коми День славянской письменности и культуры именно Институт развития образования. В 2000 году первые были публичные празднования совместно с Домом православной культуры и с общественным движением «Россия православная». Переходим к теме. Тема, обозначенная в докладе, лет 10 назад была в КРИРО предметом большой конференции. Эта тема остается и сейчас актуальной, исключительно сложной и неоднозначной. Докладчик не претендует на ее полное и всестороннее освещение. Мы остановимся на некоторых наиболее важных, на наш взгляд, вопросах. Что такое самоидентификация? Это легко можно понять по представленной на слайде схеме. В каждой культуре и в культуре любого человека есть главное, доминанта, вот вы видите в центре ее на схеме, и второстепенное, на периферии. Идентифицировать себя как носителя, например, русской культуры может только первый субъект, потому что доминанта русской культуры и его личная доминанта совпадают. У второго субъекта совпадает второстепенное, но доминанта другая. Доминанта же русской культуры, что такое доминанта русской культуры? Это духовно-нравственные ценности, которые часто обозначаются в соответствующей литературе словом «русскость». Нужна ли национальная самоидентификация людям, русскому народу, нашим детям? Да, нужна, скажем без обиняков. Самым убедительным доказательством этого является победа нашего народа в Великой Отечественной войне, 75-летие которой мы отмечали недавно. Родина, Россия, Русь, русская земля – все эти исторические названия свидетельствуют о том, что большинство людей, проживающих на ее территории, отождествляют или, говоря другими словами, идентифицируют себя русскими. Самоидентификация – это узнавание. Идентифицировать, установить полное совпадение, соответствие одного предмета или явления другому. Самоидентификация включает в себя самосознание, самопознание, самоосознание, самооценку, самоопределение, а это также важнейшая составляющая воспитательного процесса, имеющая отношение к самовоспитанию в первую очередь. К сожалению, современная педагогика как-то подзабыла о самовоспитании. Надо бы нам к этому вопросу вернуться. А самоидентификация в культуре – главный путь обретения соборности, единства. Творческая активность народа выражается в созидании культурной доминанты. Производство базисных целей, ценностей, смыслов жизни и определяет одно из важнейших качеств русскости – пассионарность. В трудах русских и зарубежных ученых конца XIX – начала XX веков по данной проблеме язык и культура определены скрепляющими звеньями нации. Самоидентификация русского народа и характеристика культурной доминанты русской цивилизации – основные вопросы многих работ русского философа Ивана Ильина. Русскость для него – основное наполнение культурной доминанты. Как обстоят дела в нашей современной жизни с наполнением доминанты русскости? Это тема отдельного разговора, я не останавливаюсь. Я просто приведу 4 строчки из стихотворения современного русского поэта Виталия Никулика. Печально, что культура наших предков сегодняшней России не нужна. Та подлинная русскость нынче редкость, а ведь она от Бога нам дана. Национальное самосознание является главной чертой любого характера. Оно
сложилось у русского народа, оно сложилось у русского народа к XIX веку. Прошло испытание в огне Отечественной войны 1812 года и сформировало направление развития России и русской культуры более чем на 120 лет. Национальная самоидентификация определяет место человека в обществе, его строй жизни, ценности, формирует одно из главных качеств личности – патриотизм. Это качество народа является гарантом суверенитета и национальной безопасности России как государства и залогом самоуважения и достоинства отдельной личности. Об этом замечательно сказал наш великий поэт. Самостояние человека – залог величия его. Что такое культура? Как она связана с проблемой национальной самоидентификации и образованием? Мы остановимся на традиционном для России понятии. Кирилло-Мефодиевская летопись определяет культуру как возделывание, воспитание. Таким образом, русская культура становится и средством, и целью воспитания. Личность человека формируется в пространстве культуры, а потом эта личность вносит, а может быть и не вносит, бывает даже и разрушает, но все-таки мы будем говорить, вносит вклад в развитие культурной доминанты. Развитие и изучение русской культуры не означает ущемление культур других народов, проживающих на территории России. Западный мир привык называть всех граждан России русскими, даже если они этнически русскими не являются. В этом есть рациональное зерно. Эти народы принадлежат не только своей этнокультуре, но и русской тоже. В этом случае происходит процесс взаимопроникновения и взаимообогащения культур. Мы выходим на такое очень важное понятие культурной коммуникации, как диалог культур. Республика Коми – ярчайший пример такому явлению. Уважаемые коллеги, учителя, кому необходимы методические материалы вот в этом направлении, пожалуйста, обращайтесь, я могу поделиться. Под культурой также понимается обозначение уровня совершенства того или иного умения. Мы можем дополнить также уровня совершенства российского образования и личности гражданина. Культура и образование теснейшим образом связаны друг с другом. Об этом говорит этимология данного слова. В современном обществе достаточно часто поднимались вопросы, в том числе и президентом Российской Федерации, связанные с развитием культуры и национальными отношениями, национальной идеей и этнокультурным образованием. Что касается образования, в минувшие 2 десятка лет в развитии национального образования были сделаны значительные шаги, обозначенные, как тогда говорили в стратегическом документе, «Наша новая школа» и введение в образовательное пространство РКС и ОДНКНР, образовательных областей РКС и ОДНКНР, особенно модуля «Основы православной культуры», а также введение таких предметов, о которых мы только слушали первый доклад, это введение родная литература и родной язык. Спасибо, хочу сказать, за прекрасное выступление, за прекрасный материал. Он очень пригодится нашим учителям. К сожалению, второй курс ОДНКНР, в отличие от первого, не был организован, подготовлен федеральным центром, отдан регионам по принципу «кто во что горазд», что обрекло хорошую идею, в общем-то, на поражение. Отсутствует последовательность и стабильность в данном вопросе. Ну вот, например, в настоящее время с приходом нового министра приоритет уже отдается унитарной школе, в которой нет места национальным традициям. Приходится констатировать, культурный кризис нашему обществу так и не удалось преодолеть, в том числе и кризис в образовании. Мы наблюдаем и то, что из телевидения, театра и радио уходит национальная и даже общечеловеческая культура. Происходит безудержный рост антикультуры. Запущены в действие колоссальные средства направленного воздействия на человека с целью кардинального изменения его менталитета, поведения, изменения, к сожалению, не в лучшую сторону. Перед этим особенно беззащитно молодое поколение, еще не успевшее укрепиться в положительной системе ценностей.
Иванов Максим Владимирович, преподаватель Тобольской семинарии, в статье «Церковь и национальное самосознание» пишет: «Пусть школьный учитель, которому вверены молодые души своим словом и личным примером, возрождает духовно-нравственный идеал, в полной мере присущий отечественной литературе, искусству и культуре в целом. Тогда вскоре все изменится к лучшему, ибо что он посеет, то мы и пожнем». Очень бы хотелось, чтобы было так. И все верно сказано. У нас еще есть прекрасные авторитетные учителя, и их немало. Но я лично не рискую уже сама обратиться с такими словами к педагогам. Слишком разрушены традиции, изменились условия работы и положение самого учителя, его приоритеты. Многое упущено, но будем надеяться, что не все потеряно. Возвращаясь к слову «культура», следует отметить, что в греческом языке употреблялось два слова для ее обозначения – культура и культивация. В русском языке эти слова обозначают разные значения. Об этом говорил святейший патриарх Кирилл, будучи в то время еще митрополитом Смоленским и Калининградским. Выступая здесь, в Сыктывкаре, 12 марта 1999 года на хорошей, очень прекрасной конференции, вот вы видите ее название на слайде, он сказал: «Культура – это духовная обработка человеческой природы». Святейший очень емко и точно определил то, что особенно свойственно именно русской культуре, ее традиционному пониманию. Об этом также писал полвека назад Иван Ильин в статье «Сущность и своеобразие русской культуры». Культура есть живое, духовное, творческое содержание, дорога наверх к святыне, к совершенству человека. Православие есть культурообразующая религия России. Русский – понятие не столько этническое, сколько соборное. Оно изначально является не существительным, как все другие обозначения народов, а прилагательным. А прилагательные обозначают качество, признак, принадлежность. Русский, принадлежащий русской культуре. Русский, в первую очередь, православный. Эти слова принадлежат величайшему русскому писателю, пророку Федору Михайловичу Достоевскому. Православная вера изменила национальное самосознание народа, привнеся в него возвышенный христианский нравственный идеал и любовь к земному отечеству, к своему народу, видя в этом один из реальных путей осуществления заповеди Божьей о любви к ближнему. Устойчивость русской культуры, ее историческая цельность обеспечивается наличием духовно-нравственного ядра, связанного со сферой идеальных представлений и абсолютных значений жизни, имеющей в своей основе христианскую идею творения. Культура, если она является культурой в подлинном смысле слова, обращается к лучшим качествам человека, призывает следовать самым высоким нравственным ориентирам, вечным и абсолютным ценностям истины, добра и красоты, и духовно по своей сути. Чтобы определить, какова культурная доминанта наших подростков и молодежи, можно обратиться к результатам мониторингового исследования. Такие исследования проводились Центром патриотического и духовно-нравственного воспитания нашего института на базе опорно-методических площадок. Существует несколько методик мониторингового исследования проблемы ценностного отношения к миру подростков и молодежи, но наиболее интересной, на наш взгляд, представляется методика, разработанная кандидатом психологических наук Светланой Михайловной Петровой. Школьникам предлагается несколько десятков пословиц, сгруппированных попарно. Каждому участнику необходимо внимательно прочитать каждую пару пословиц А, Б и В, Г и выбрать ту пословицу из пары, с содержанием которой он согласен в наибольшей степени. Текст теста содержит пары ценностных суждений о жизни, людях, самих себе, зафиксированных в русском языке в идиоматических, то есть устойчивых выражениях, пословицах и поговорках. Например, первое. А, В – это духовное отношение к жизни. Б, Г – бездуховное отношение к жизни. Вот здесь примеры пословиц даны, вы сами здесь увидите на слайде.
Я думаю, что педагоги знакомы с этой методикой, просто я немножечко напомнила, что она из себя представляет. Так вот, что показали результаты исследований в одной из сыктывкарских школ. Эти исследования проводились более 10 лет тому назад уже. Общее число положительных ответов АВ составляет более 68%, а отрицательных ответов БГ составляет 22%. Около 10% опрошенных не знают и не понимают смысл предложенных пословиц. Таким образом, неготовность детей к культурной самоидентификации и русскости составляет 32%. Возможно, в какой-то степени на результат повлияло и то, что в классах были дети, для которых русский язык не был родным, но таких детей незначительное количество. Также мониторинг показал, что в рейтинге ценностей современных школьников оказывается вне поля зрения важнейшее для духовной жизни понятие. Мир, вот вы видите на слайде, мир как состояние, любовь, труд, природа, Бог в их жизни, второстепенное понятие. Эгоцентризм, эгоизм, индивидуализм, качества, приговоренные к осуждению лучшими представителями русской культуры, учеными, писателями, государственными деятелями, сегодня занимает первое место в иерархии ценностей молодых людей. И это очень печально. По словам профессора Татьяны Леонидовны Мироновой, есть такая формула, цитирую ее: «Картина нашего языка – это картина нашего мира». Как язык описывает мир, по этим законам, в этих рамках и живем. Мы, русские, живем в своей картине мира, в отличие от других картин мира, других народов. В частности, пишет Татьяна Леонидовна, западные языки, английский, немецкий, французский, не знают слова «совесть». У них есть слово «самосознание», но слова «совесть» нет, оно отсутствует. В русском языке это доминирующее понятие, и никуда от него не деться. Человек бессовестный равносилен подонку, ничтожеству, уроду. Он уродился не туда. Позволим еще один пример из ее исследований. У нас есть слово «благородство». Что это такое? Благородный человек – это человек, рожденный от благого рода, на котором есть благоволение Божие. Благо – высшее Божие добро. А, например, в новосделанном украинском языке, по образцу польского языка, вместо слова «благородство» введен польский термин «шляхетчество». Шляхетчество в новой украинской языковой картине мира это и означает благородство. Что такое шляхетчество? Происхождение из богатого, знатного, но мы сомневаемся, всегда ли и часто ли, не из благородного рода. И когда изменяются эти акценты, изменяется взгляд на благородство в языковой картине мира, то что-то изменяется и в сознании людей. На основе вышеизложенного позвольте сделать некоторые выводы. Итак, национальная самоидентификация – важнейшее условие формирования личности. Она формируется на основе языка и культуры. Основой самоидентификации является культурная доминанта, несущая в себе духовно-нравственные ценности, дорогие большинству этноса, именуемые в русской цивилизации как русскость. Задача педагогов и воспитателей, на мой взгляд, это содействие наполнению вот этой культурной доминанты. Ученые, философы, люди духовные связывают судьбу будущего России и русского человека и других народов, проживающих в Российской Федерации, с сохранением и привитием у молодого поколения духовных ценностей. Сила России прежде всего не в экономической и военной мощи, а в единстве национального духа, не в материальных благах, а в духовных. Доминанты национального самосознания в идиомах языка. Они чудесным образом воспроизводятся десятки тысяч лет и становятся определяющими в поведенческо-коммуникативной практике его носителей. Именно об этом писали 100 лет тому назад и Федор Михайлович Достоевский, и Константин Леонтьев, и Иван Ильин, и другие русские религиозные общественные деятели. Именно об этом предупреждала и предупреждает Русская Православная Церковь. Тревога многих людей по поводу состояния молодежной среды и их нравственных ориентиров вполне обоснована.
Вопросы о культурном развитии и национальной самоидентификации современных школьников всегда должны быть в поле зрения воспитателей и властей. В пространстве циничного сознания, навязанного бесстыдной Европой, только православная церковь может нам вернуть утраченные главные человеческие ценности. Ценность личности, семьи, чувство патриотизма и ответственности перед Богом, и значит перед своей совестью. То есть поможет вернуться человеку в сферу добра и любви. Сфера добра, как подчеркивает академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, плотно связана с традициями родной культуры, с культурой человечества, с прошлым и будущим. От каждого из нас требуется внимание и к истории своей и мировой, и к культурным ценностям, накопленным всем человечеством. Я представляю в следующем слайде стихи. Это, не буду их цитировать, четверостишие было процитировано выше. Объясняю только, почему я стихи предлагаю и для дальнейшего обсуждения, и для работы с детьми. По выражению Ольги Анатольевны Жуковой, культуролога, религоведа, для русской культуры характерна особая форма человеческого самосознания, художественная, которая интегрирует различные духовно-исторические события в единое целое. Предложение к резолюции я представляю в оргкомитет конференции, не зачитывая, чтобы не злоупотреблять временем и вниманием слушателей. Я благодарю за внимание и терпение. Эти предложения уже обозначены в тексте самого доклада. Также я предлагаю, это следующий слайд, свой адрес электронной почты для того, чтобы вы могли обратиться и с вопросами, и с просьбой о методической помощи. Я всегда рада вам помочь. Благодарю всех за внимание. Спасибо. Спасибо, Нина Михайловна, за очень прекрасный доклад, за содержательные предложения. Я думаю, что действительно ваш доклад будет таким несомненным для обсуждения и в детских, и в коллективах учителей, для того, чтобы определиться с приоритетами, которые вы сейчас здесь нам обозначили. Спасибо еще раз, Нина Михайловна. Благодарю на добром слове. Так, приглашаем Гаврилову Марину Владимировну, учителя русского языка и литературы средней общеобразовательной школы номер 39 города Воркуты. Путь к русской классической литературе через православие. Марина Владимировна, вы на связи? Есть? Ага. Так. Мы вас рады слышать и видеть, Марина Владимировна. Не включен. Сегодня мы живем в мире перевернутых ценностей, всепроникающее давление средств массовой информации, бесконечные призывы «ты этого достойна». Результаты влияния этой вакханалии не только на детей, но и на взрослых мы видим ежедневно. Разве могли мы себе представить, что в нашей стране произойдет осквернение вечного огня и акции «Бессмертный полк»? И сегодня в этой опасной ситуации, как никогда или как всегда, велика роль учителя литературы. Именно русская литература может стать противоядием пошлости и нравственному уродству. Почему литература? Именно в русской классической литературе есть правильная система координат, на которую мы и должны настроить наших детей. Сила русской литературы в ее духовных истоках, а духовные истоки русской литературы в православии. Крещение Руси сыграло решающую роль в формировании русской словесности и культуры. Вся русская классика связана с Библией, опирается на ее истины, нравственные ценности. В Нагорной проповеди мы, по мнению доктора богословия Михаила Дунаева, и находим опору для осмысления русской литературы. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкопывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкопывают и не крадут.
Вот та незыблемая система координат, четко разводящая понятие добра и зла. Когда рассматриваешь литературное произведение через евангельские истины, многое становится понятным, встает на свои места. Для меня это понимание началось с курсов Нины Михайловны Мищенко по духовно-нравственному образованию и воспитанию. Именно от Нины Михайловны я услышала, что обращение к Священному Писанию вводит произведение нравственную меру, что, к слову, на Руси относились настолько серьезно, что люди духовные работу над книгой предваряли преподавателю за то, что она открыла нам книгу Валентина Непомнящего «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы». Книга открыла такие глубины, о которых я и не подозревала. Мне немного стыдно признаться, но я не могла до конца понять, что ж такого страшного увидела в комнате Онегина, что после этого для бедной Тани все были жребий равны. Непомнящий говорит о том, что Татьяна смогла понять об Онегине то, что он сам о себе не понимал. Онегин живет не свою жизнь, а жизнь, навязанную ему, чуждую ему, хотя с детства привычную. В православной России многовековой традицией было превосходство духовного над материальным. А то миропонимание, которое формировалось в Западной Европе, породило тип человека-потребителя. И вот это западное миропонимание, пересаженное на почву православной России, и дало во многих человеческих душах такие уродливые всходы. То есть Онегин – русский человек, и душа у него русская. Русской православной душе всегда необходимы высокие цели и смыслы жизни. Но воспитание герой получил западное. Что мы видим в итоге? У Онегина есть все материальные условия для счастливой жизни потребителя. Он ведет образ жизни, которому сегодня позавидуют многие. А он несчастлив. И самое страшное в том, что он не понимает, почему. Он не понимает, что русской душе его нужно совсем другое. А Татьяна, читая в кабинете Онегина книги, которые хранили черты его карандаша, отметку резкую ногтей, видит в них то, о чем говорит нам автор романа. Она ощущает духовную драму европейской культуры и цивилизации, утрачивающей христианские идеалы, скатывающиеся к культу эгоизма и потребительства. Мир иной, который открылся Татьяне, это не просто мир других интересов, это мир перевернутых ценностей. И хотя Татьяна по-прежнему верит, что они предназначены друг другу, между ними непроходимая стена. Анализируя роман, Непомнящий пишет о том, что роман Евгений Онегин не только о любви, но и о судьбе России. Это вопрос о нашей национальной идентичности. Что есть Россия? Несчастная страна, терпящая неудачи в строительстве рая на земле, где исполняются все прихоти и похоти? Или это место, где не все подвластно безнадежному эгоизму, где не вовсе утерян христианский идеал, могущий спасти человечество от грозящего ему тупика? Останется ли Россия Россией? Вторым автором, который помог мне понять глубинную суть русской литературы, стал Михаил Михайлович Дунаев, профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор филологических наук. Его книга «Вера в горниле сомнений» издана по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
В этой книге в более сжатой форме представлено то, о чем подробнее можно прочитать в шеститомнике Дунаева «Православие и русская литература». Книги Дунаева – верные соратники в той борьбе за души детей, которая идет постоянно. Автор предлагает систематизированное изложение отечественной словесности в православном осмыслении. Конечно, и учителю нужно приложить усилия, чтобы понять мысли автора и подумать, как донести неискаженный смысл произведения до ребят, таких разных в своем духовном развитии. Своим ученикам я говорю: среди вас есть верующие люди, есть и те, кто очень далек от религии церкви. Но Россия приняла православие более 1000 лет назад. И именно православие – основа русского миропонимания и русского способа бытия в мире. И мы не можем рассматривать историю, культуру, литературу России отдельно православия. По сути, православие наделяет человека высокой целью и смыслом, дает ему правильные жизненные ориентиры, тот стержень, что помогает человеку сохранить свою душу бессмертную. Именно об этом и говорит нам русская литература. Многому мне самой еще надо учиться, многое осмыслить, но я понимаю, если я не буду говорить об этом детям, они могут вообще никогда этого не услышать. И поэтому из урока в урок разными словами пытаюсь донести до ребят: не собирайте себе сокровищ на земле. Вон Акакий Акакевич поставил во главу угла шинель. И что? Нет шинели, и не стало человека. Не может вещь быть смыслом жизни. К сожалению, результаты работы учителя по духовно-нравственному воспитанию сложно измерить. Но если мы когда-нибудь услышим, что наш ученик, к примеру, пожарил шашлык на вечном огне, значит, что-то мы сделали не так. Мне нравится мысль автора книги «Записки сельского учителя» Николая Алексеевича Лобастова. Нарисуем на доске человеческую фигуру, без руки, и спросим учеников: правильно нарисовано? Они ответят: нет, не хватает руки. А как вы догадались? Мы знаем, каким должен быть человек. Так и в духовной сфере человека. Существует цельный образ его. А в жизни встречается множество искажений. Задача учителя в том, чтобы ученики вышли с урока с твердым знанием того, как выглядит полноценный человек, не только физически, но и духовно. В завершении хочется всем нам напомнить слова, прозвучавшие более 100 лет назад. Один только преподаватель литературы имеет возможность связать в одно все гуманитарные науки, обобщить их широким философским мировоззрением и пробудить таким образом в сердцах молодых слушателей стремление к возвышенному идеалу. В России эта задача, естественно, выпадает на долю преподавателя русской словесности. Спасибо за внимание. Спасибо, Мария Владимировна, за столь эмоциональный и красивый, содержательный доклад. Я думаю, что действительно всем нам нужно задуматься о том, как нам воспитать вот такого духовно-нравственного ценного человека. И продолжая тему литературы и роли литературы в воспитании такого человека, мы приглашаем Истомину Татьяну Владиславовну, кандидата филологических наук, методиста Коми-республиканского лицея-интерната для одаренных детей из сельской местности города Сыктывкар, члена Совета Коми-регионального общественного движения по возрождению национально-культурной жизни русского народа «Русский мир». Тема выступления Татьяны Владиславовны очень интересна. Она связана с современной литературой. Проблемы добра и зла в литературе 21 века. Евгений Водолазкин, Лавр, Ольга Славникова, «Прыжок в длину», Георгий Служитель, «Записки Савелия». Вот те произведения, которые легли в основу ее содержательного выступления. Спасибо. Приглашаем, Татьяна Владиславовна, вам слово.
Здравствуйте. Но насчет содержательности выступления, наверное, еще преждевременно говорить. Я не знаю, насколько оно будет любопытным для слушателей. Но что, собственно, побудило меня к тому, чтобы вот поделиться своими соображениями именно по этим 3 романам. Мы знаем, да, что ЕГЭ по литературе в качестве 4-й темы сочинения выпускного предполагает обращение к современной, как там написано, литературе. Но вот новейшую литературу, то есть литературу последнего десятилетия, как правило, ученики с учителями коснуться не могут. А наш лицей, поскольку это дополнительное образование, да, у меня появилась возможность поговорить с 11-классниками именно вот о произведениях новейшей литературы. Более того, я указала им тексты и предложила такое задание для межсессионной контрольной работы. Пожалуйста, прочитайте любой из вот предложенных мною текстов, сами определите тему своего сочинения и напишите его, ну, соблюдая, естественно, всю методику, которую необходимо знать в процессе написания сочинений. И вот какие результаты. У меня их 12 человек, в данном случае это было 11-классников. Один человек, хотя я надеялась на большее, потому что я очень люблю Водолазкина, считаю его, ну, я не знаю, лучшим писателем вот 21 века, абсолютно убеждена в том, что он войдет в, ну что ли, что он будет определяем как классик русской литературы со временем. Так вот, к роману «Лавр», о котором я сейчас немного напомню, если кто читал определенные вещи, если кто не читал, то настоятельно рекомендую прочесть, потому что это уникальный текст. Подобного в 20 веке сыскать что-либо сложно, да? Вот. Так вот, один человек обратился к роману «Лавр», хотя, если говорить об объеме, это не так уж большой роман, ну, 300 с чем-то страниц, да? Вот. Очень подавляющее большинство, то есть 7 человек обратились к книге Георгия Служителя. Это молодой писатель, актер, сценарист, совсем молодой. Это его первое произведение, которое Водолазкин очень высоко оценил. И, собственно, благодаря ему этот текст был опубликован, да. Вот, не записки, а дни Савелия, простите, там немножко неправильно, когда я давала название, заявляла тему выступления, я сказала. Ну и подавляющее большинство, еще раз повторяю, ну и несколько человек прочли и написали сочинение по роману Ольги Славниковой. И что особенно любопытно было и дорого для меня, это то, что в прошлом году по поручению министерства мне пришлось работать с девочкой, которая выиграла олимпиаду такую региональную по литературе и должна была ехать в Москву на российскую олимпиаду, на последний тур, и поехала, и стала призером. И мы с ней, говоря о новейшей литературе, вот как раз она тогда не читала, я ей посоветовала прочесть книгу Ольги Славниковой, она прочла ее, и отдельное, так сказать, положение, книга спорная, очень любопытная, очень интересная, но еще раз повторяю, спорная, и это любой может сказать. Так вот, она, еще раз повторяю, стала призером, и участвуя в этой олимпиаде, она вот так вот на эту, в общем, использовала вот эту вот книгу и была мне, в общем-то, очень благодарна за то, что я посоветовала. Ну так вот это, значит, вот эти 3 текста,
они были, это премиальные тексты, опубликованы они были, «Лавр» Водолазкина в 2012 году, «Прыжок в длину» у Славниковой в 2017 году, ну, 2000, разумеется, да, в 2012-2017. И «Дни Савелия», это, она вошла в шорт-лист премии «Большая книга». Кстати, все 3 текста в свое время были премированы, получали главное, а все-таки «Большая книга» – это главная литературная премия России. «Большая книга», особенно о прозе, если, да, «Большая книга» и «Ясная поляна». Вот, это, и как связано, то есть вот то, что, вот почему я выбрала эти тексты, это первое, а определяя тему вот сегодняшнего выступления, то есть вводя в название темы такие онтологические понятия, как добро и зло, да, я имела в виду то, что эти концепты, да, совершенно по-разному, так сказать, реализуются в тексте 3 произведений. У Водолазкина это непосредственное, так сказать, путь к святости, то есть понятие добро очень широким становится, да. У Славниковой это методом от противного, условно говоря, да, это присутствует проблема добра и зла, таланта и бездарности, там достаточно так много проблем. Ну, а у Георгия Служителя это, вспомнил Шкловского, да, эта проблема реализуется через прием отстранения, да, потому что повествователем там является, вот, в данном случае, кот Савелий. И еще что любопытно, вот все эти 3 текста, это выполненные, ну, по правилам, по принципам магического реализма. А магический, метафорический реализм – это то понятие, которое вообще-то возникло еще в 60-е годы 20 века в Европе, и наиболее ярким произведением так называемого магического реализма стал, естественно, роман Маркеса, да, «100 лет одиночества». А применительно к нашей, к русской литературе, то вот Юрий Мамлеев, если любопытно, да, он определяет, что это реализм многих реальностей, который этот реализм предполагает такое изображение человека и мира, которое включает описание скрытых, непознанных еще сторон человеческого бытия и души человека, не всегда доступных нашему сознанию. Ну и, наконец, еще одно, это то, что все 3 текста написаны, ну, просто изумительным, я совершенно не боюсь этого слова, совершенно изумительным русским языком, замечательным, с обилием, присущим методу вот этого вот магического или метафизического реализма, с обилием метафор, образов, символов, каких-то таких, ну, я бы даже сказала, неких фантастических элементов, которые, собственно, и придают особую оригинальность вот этим текстам. И если позволите, вот несколько слов о каждом произведении. Вот сам Водолазкин определяет жанр своего романа не исторический роман, не исторический, хотя действие его происходит в конце 15 века, да, на Руси. А мы знаем с вами, что вторая половина 15 века – это такое время, когда славяне, люди русские ожидали чего? Конца света, да? Потому что 1490 год, согласно ветхозаветному летоисчислению, да, это 7000-й год от сотворения мира, когда, ну, должно было, ну, закончиться время, да,
И для средневекового человека это конец земного времени, это начало, соответственно, пути в вечность, потому что иначе он время и не мыслил. И вот интересно то, что как раз вот сам, значит, это просто то, что сам Водолазкин, да, определял главное послание романа своего так: не слишком увлекайтесь временем, не слишком ему доверяйте, ибо времени нет. Это одно из посланий романа. А кроме того, наш язык богаче, чем мы думаем, и возник не сегодня. Да? Так вот это послание, еще раз повторяю, вот это сам Водолазкин сказал, да, главное послание романа. Так вот это послание реализуется в самой системе повествования, которая ведется на двух языках одновременно. То есть и на древнерусском, потому что вообще сам Евгений Водолазкин – это филолог, профессор, литературовед, сотрудник Пушкинского дома, ученик Лихачева и так далее, да. Так вот, само повествование, оно ведется и на древнерусском языке, с соблюдением, ну что ли, шрифт, я имею в виду, и слова адаптированы к современному русскому языку, да, но они графически-то написаны сегодняшним языком, а как бы этот древнерусский язык, он соседствует с современным русским языком. И даже вот с какими-то, ну, понятиями, с какими-то образами, которые в средние века представить невозможно. И это делает настолько оригинальной, настолько, ну, в общем, интересной системой повествования, но это было отмечено уже многими, потому что получается, что и сам автор-повествователь, его герой – это человек 15 века, а сам автор-повествователь, он как бы одновременно находится в двух мирах, правильно? Это в мире средневековой культуры, да, которое, в общем-то, было христоцентричным временем. Вспомним занятия по древнерусской литературе и так далее, и что такое христоцентричность, да. И антропоцентричным временем, это временем вот в данном случае сегодняшним, да. И в этом тексте преломляются многие жанры древнерусской литературы, очень оригинально преломляются. Это и апокрифы, и хождения, и сказания, но прежде всего это житие, понимаете? Это житие, причем кризисное житие, потому что в житийной литературе древнерусской были два типа жития, да? В одних герой изначально, так сказать, ну что ли, изначально свят и праведен, а в других герой приходит, да, вот, так сказать, к святости через падение. То есть падение, искупление и праведничество. Вот такой вот путь от падения к спасению и даже к святости. Ну и вот это вот, конечно, кризисное житие. И вот у Арсения, вот этого главного героя романа, есть великий дар – дар любви. Но этот дар любви оказался, да, губительным для любимой женщины, которая, спасаясь от чумы, которую изгоняли отовсюду, а он целитель, да, он благодаря деду, то есть путь его от рождения, по сути дела, до гибели, до смерти, да, и он целитель, то есть он обладает, он врач. Ну, можно было бы сейчас много говорить о разнице понятий врач и целитель в средневековой культуре, но это займет много времени, а я и так боюсь его, так сказать, ну что ли, излишне занять, да, вот. И вот он молодой еще, оставшийся в данном случае сиротой человек, он
эту женщину, которую, девушку, которую гонят отовсюду, а он ее спасает. Она оказывается у него, в его, собственно, келье, да, и он, ну, то есть их связывают, они полюбили друг друга, и она во время родов умирает. И он чувствует себя главным виновником. Умирает и она, и умирает и ее ребенок. И он убежден в том, что это произошло потому, что не было благословения Божьего. То есть не было венчания, не было, самое главное, исповеди, причастия, да. То есть тем самым он совершил главный грех и закрыл ей путь к спасению. Потому что покаяние возможно только до тех пор, пока человек находится в своем телесном обличии. Посмертное покаяние невозможно. И вот он главную цель своей жизни видит в том, чтобы стать Устиньей. Поэтому он и берет себе другое имя Устин. Стать Устиньей и своей жизнью, своим самоотречением, своей любовью к людям, ну, как бы спасти ее душу. То есть дать, ну, он верит в то, что это для него возможно, если он станет ею. И вот вы знаете, вот здесь получается так, что любовь, да, она утрачивает вообще в любви, и это говорит герою один из юродивых, потому что он там, меняя имена, он становится и целитель, и юродивый, и паломник в Иерусалиме, и, наконец, отшельник, последний его им, Авросий, когда он постригается в монастырь, и отшельник, когда он схиму, так сказать, становится схимником. И он преодолевает вот этот вот эгоизм любви. Мне очень понравилась эта мысль, понимаете? Эгоизм любви. Потому что оказывается, что вот такая вот подлинная любовь, да, самое главное, как это подано, как это интересно, что подлинная любовь – это любовь самоотречения. Это любовь, направленная целиком и полностью на других людей, на спасение людей и так далее. И вот самое главное, еще раз повторяю, вот я уже, по-моему, сказала об этом, да, что время, еще раз повторяю, что существует, получается так, что вечные ценности – это добро, любовь, самоотверженность, они живут вне времени и пространства, о чем, собственно, и говорит вот это единение двух языков, что никогда ничто не может быть потеряно безвозвратно. И книга это своего рода мост от древности к современности, ясная и светлая, как икона Северного письма. Уже проверено, что восприятие ее именно в таком качестве, как икона, повторяю, Северного письма, да, целительно, как для высокого интеллектуала-филолога, так и для человека, практически незнакомого с древнерусской литературой, то есть для современного школьника. И получается так, что вот этот вот в данном случае, ну, центральная мысль, что жизнь – это дар Божий, и она важна во всех проявлениях. Это единый поток бытия, в котором телесная смерть – это не исчезновение, а только переход в иное пространство, в иное бытие. Вторая книга, похоже, что у меня все-таки есть еще время, да? Вторая книга – это книга Ольги Славниковой «Прыжок в длину». Это произведение, которое на современном материале поднимает вот эту проблему добра, зла, предопределения судьбы, таланта. То есть Ольга Славникова, она пытается как-то, как сама она говорила,
постичь феномен добра и главное его проявление, жертвенность. И вот возникают такие вопросы, на которые автор ставит, да, может ли подвиг стать проклятием? Обратите внимание, парадоксально, да, но тем не менее, может ли подвиг стать проклятием? Насколько далеко простирается твоя ответственность за другого человека? Может ли добро всегда побеждать зло, как в сказках? Или добро никогда не победит зло, потому что у него нет кулаков, да? Это как бы своего рода ответ на стихотворение Станислава Куняева 59 года, которое часто до сих пор еще используют, что добро должно быть с кулаками, добро суровым быть должно, чтобы летела шерсть клоками со всех, кто лезет на добро, да? Собственно, сам Куняев позднее, это юношеское его стихотворение, и позднее он сам себя опровергал. Но, тем не менее, так сказать, стихи это были написаны. Так вот, добро с кулаками, конечно, это вся логика романа об этом говорит, добро с кулаками в принципе быть не может. Добро в этом земном мире, в этой нашей жизни и раньше, и всегда, и теперь никогда целиком не победит зло. Вот это вот вывод из романа, да. И даже, ну что ли, слава Богу, что в этом мире есть хоть какое-то добро, да. Так вот, главный герой романа – это чрезвычайно талантливый спортсмен Олег Ведерников, который, собственно, претендент, будучи еще совсем молодым, претендент на европейского чемпиона. Более того, тренер его считает, что он и олимпийским чемпионом будет, несомненно. Он легкоатлет, да. И вот это легкоатлет, который, вот тут тоже это фантастика, потому что магический реализм, он всегда создает некую такой вот элемент фантастичности, да. Так вот, когда он прыгает, совершает свои прыжки в длину, то он чувствует, что внутри его какая-то есть пружина, которая приводит к левитации. То есть он буквально взлетает. И он даже боится своего этого дара. И с одной стороны, а с другой стороны он благодарен судьбе за это. И вот он спасает мальчика, выбежавшего на дорогу за мячиком, и еще чуть-чуть, и этот мальчик попадет под машину. И вот он, Олег, делает свой кульминационный прыжок, от которого ждал от него тренер. Он, по сути дела, устанавливает мировой рекорд, спасая мальчика и потеряв ноги. То есть одна нога у него по колено, отрезают ее, а вторая нога щиколотку. То есть он фактически становится инвалидом. И вот он сам спрашивает себя, это было сознательно? Нет, это не было, вот распрямилась эта пружина, которая в нем была, да, и был этот прыжок бессознательный. Он в этот момент никого даже не собирался спасать, да, но получилось так, что он становится спасителем. Более того, его, ну что ли, это, ну там, ну, благодарят его родители, там, этого мальчика, учителя, которые, он только что кончил школу, которые учили его, делают из него, ну, я не знаю, чуть ли не святого, то есть приглашают его в школу, когда он там уже начинает понемногу ходить на протезах и так далее. А мальчик этот, которого он спас, оказывается, по сути дела, негодяйчиком. Он так его и называет, негодяйчик. Он не спрашивает себя, надо ли было его спасать. Он только, ну, как бы с ужасом видит, что не сумел он, хотя он приходит и к дяде Олегу, этот Женечка, в процессе своего
роста. А время романа – это 15 лет. От 18, которое было Олегу, когда с ним случилось это, ну и вот прибавьте 15. А мальчику этому было 5, и он становится 20-летним. Но это удивительно приземленный, просто фантастически приземленный человек, этот Женечка. Он посредственность предельная, которому интересно только то, что приносит деньги. Карты, наркотики, торговля, неважно, но только то, что деньги приносят. И он однако, свое существование он воспринимает как исключительную ценность. Он совершенно не способен к рефлексии. И ему парадоксальным образом все удается. Понимаете, у него появляются, и вот в нем как-то парадоксально, у него появляются деньги, в нем как-то парадоксально соединяются, и какое-то, ну что ли, и без какой-то бескорыстия и наглость, щедрость, когда он буквально готов поделиться деньгами, испытывая при этом наслаждение, обман и раскованность и беспринципность. И он даже не задумывается о том, что самим существованием своим он губит все прекрасное и талантливое, что встречается на его пути. А люди, тем не менее, к нему тянутся. Почему? Потому что ореол везучести, а ему всегда почему-то везет, да, во всех его этих гнусных делишках. Так вот, Славников очень любопытно, очень интересно это показывает, что ореол везучести, да, он притягивает к себе людей. Несмотря на то, что везучесть этот за чужой счет. И каким-то парадоксальным образом судьба его хранит, да. И хотя, еще раз повторяю, он много, ну, как-то выживает, не буду говорить о деталях, это времени, получается, не получится у меня, но он выживает, принося, опять же, неосознанно, принося вот, боль и страдания другим. Вот так. И тем не менее он торжествует. И вот тогда, когда уже Олег всячески, повторяю, рефлексирующий человек молодой, всячески уклоняющийся от какого-либо прославления, считающего жизнь свою конченной, он вдруг встречает, не ожидая даже, встречает свою любовь со странным именем Кирилла, да, которую зовут Кира, и которая тоже инвалид. То есть у нее тоже нет одной ноги, но она создала благотворительный фонд, она выступает по телевидению, она, ну, считает необходимым, ну, как-то помогать инвалидам, прежде всего помогать обрести веру в жизнь, да. И вот это вот она делает добро. Но опять же, вот это вот характерно для Славниковой, это добро, оно приобретает какую-то, ну, я не знаю, коммерциализованную, что ли, функцию. Вот этот вот вроде благотворительный фонд, но там откуда-то какие-то деньги. Ну, в общем, короче, вот это вот относительность этого добра. И эта проблема тоже как-то вот возникает в данном случае в романе. И что происходит в финале? А в финале там много и других нюансов, проблем, я уже не буду говорить. А в финале происходит вот что. Олег решил, что он имеет право уничтожить спасенного некогда мальчика. Уничтожить, потому что он несет, сам, так сказать, будучи удачливым и прочее, прочее, он несет боль и страдания людям, и в том числе и Кире, которая, спасая его, она не первая, кто его спасает в разных ситуациях, еще ломает руку, долго находится в больнице и так далее. И он решает нанять киллера, чтобы покончить с этим Женечкой, с этим негодяйчиком, как он его называет. И вот в последний момент, да, когда он видит того человека,
которого он нанял, киллера, да, когда он видит ствол, обращенный там на Женечку, он совершает уже на протезе, да, свой последний прыжок. Последний прыжок в длину и принимает на себя пулю, которая выпущена из этого оружия, да. То есть он опять спасает, вот в этом парадокс, что есть жертвенность вообще, и что есть вообще подвиг, и что есть спасение. Все эти однозначного ответа нет, но проблемы поставлены чрезвычайно интересно в этом романе, небольшом по объему, да. Вот. И вот когда он, повторяю, когда автор исследует вот этот феномен жертвенности, описывая судьбы спасенного и спасателя. Но еще раз повторяю, я уже не буду останавливаться на, ну, в общем, ну вот в финале, повторяю, мрачный роман. Но в финале, еще раз повторяю, вот здесь вот свет любви и что? Подвиг, наверное, все-таки, да? Потому что от смерти-то он этого человека, в данном случае, хоть он и негодяйчик, это спасает. И, наконец, последний, но это я буквально еще, я понимаю, что уже время я, наверное, 30 минут, да, нужно было 20. Но я два слова скажу еще о последнем романе. Это роман, еще раз повторяю, Георгия Служителя, да. Главный герой кот Савелий, да. Но мы с вами знаем, и как это самое, и как бы предисловие книги, книга, как сам говорит сам автор, это книга о котах и людях. Книга о котах и людях. И сам пишет он, Савелий кот, и одновременно не, он кот и одновременно не кот, да? Вот, и кот, и не кот. И если вспомнить, каким, в общем-то, кошки окружены были в истории культуры человеческой, да, и были и кот-оборотень, помните, «Ночь перед Рождеством» у Гоголя, когда и вечер накануне Купала, или майская ночь, когда ведьмы превращались там в кошек, и вспомните у Булгакова кот-бегемот, да, и в сказках там кот в сапогах, или там чеширский кот, да. Так вот, в данном случае этот Савелий, он абсолютно, то есть и не такой. Ну, что-то в нем есть от пушкинского кота, помните, который идет направо, песню заводит, налево, сказку говорит и так далее. Так вот, это своего рода, ну и путь, это биография в данном случае кота, которую рассказывает он сам. Причем он выступает здесь и как мудрец, и как философ, и как человек, способный к сопереживаниям. И он не понимает, почему у людей, почему они так мало любят друг друга, а готовы отдать свою любовь, вот в данном случае коту, хотя он вовсе об этом не просит. И вот как, опять же, Водолазкин, который написал предисловие и способствовал изданию этой книги, он сказал, что это история о разлуке, что в ней через абзац потери и расстояния. И в то же время, да, это роман об любви. Это роман о любви, которая до смерти. Это роман о Савелии, Грете, двух кошек, да, в данном случае кошки и кота, которая в конечном итоге заканчивается смертью Греты от болезней и самоубийством, потому что он специально под машину, так сказать, попадает, и самоубийством Савелия. И тем не менее, вот этот Савелий, как говорит о нем одна из критиков, Анастасия Лясникова, это забавно христианский герой. Ему нечего терять, потому что ему ничего не принадлежит. Сочувствие жестокой, жизнь и смерть, честный взгляд ребенка и одновременно умудренный взгляд
какого-то высшего существа. И главная мысль, несмотря, ну, во-первых, сам говорил служитель, что это объяснение в любви к Москве, потому что топография Москвы там прекрасно представлена в процессе блужданий кота Савелия. Но главное здесь мысль о том, как страшен и прекрасен мир, как необъятна Москва, как суетятся жители, вечно ищущие чего-то, то ли предмет свободы, то ли самих себя. Но над всем этим вселенская любовь, которую, правда, можно увидеть, только перейдя вот какой-то рубеж, какую-то границу смерти. И опять же, как говорил автор Георгий Служитель, эта книга «Признание в любви к городу, где я рос», это признание любви котам, которые никогда не будут читать мою книгу. Спасибо большое. Простите, если я заняла чуть больше времени, чем надо было бы. Давайте, всего вам доброго, добра, любви, особенно тем, кто помнит, может быть, мои лекции и как-то меня еще знал и в былые времена. Спасибо. Татьяна Бориславовна, спасибо вам за вашу любовь к литературе, за очень интересный такой содержательный анализ произведений. Нам очень хочется все это прочитать и действительно получить от него ту любовь, которую вы сейчас нам изливали. Да, здесь очень много таких вот предложений по дискуссии, но, к сожалению, у нас времени просто не хватает сейчас этим заняться. Осталось еще 5 докладов, и я очень прошу докладчиков, которые уже будут говорить непосредственно о методике работы по преподаванию курса родного русского языка и литературы, чтобы уже как-то более конкретно, предметно мы с вами обернулись к тому опыту, богатому опыту наших педагогов, которые сегодня представят его. Итак, мы приглашаем к выступлению Жукову Валентину Валентиновну, учителя русского языка и литературы, гимназии номер 1 города Воркуты, русский родной язык, опыт преподавания и изучения. Я очень прошу вас укладываться во времени 10-15 минут. Сейчас презентация загрузится. Так. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Поздравляю всех с праздником Вознесения Господня. Сейчас я изложу мое понимание причин необходимости введения предмета русский родной язык и небольшой свой опыт преподавания этого предмета. Начну с предыстории введения предмета. Школьники, учителя, родители все ощущают неблагополучное состояние преподавания русского языка в школе. От русского человека часто можно слышать, что русский язык самый трудный, что он не любит русский язык. Русский язык как предмет школьного преподавания низведен до уложения о наказаниях, до зазубривания запутанных правил орфографии и пунктуации, номеров орфограмм. В таком примитивном понимании школьный предмет не может вызвать ни интереса, ни уважения, а вызывает лишь скуку и страх. Вот к таким последствиям привела орфографическая концепция преподавания русского языка. То есть школьник постоянно слышит на уроках и читает в учебнике: выучи, запомни. Иногда предлагают запомнить алгоритм, чтобы узнать, какое окончание следует писать. Надо сначала определить род, число, падеж, склонение, а затем посмотреть в таблицу. Складывается такое впечатление, что перед нами робот, а не живой ребенок, который уже к 3-5 годам овладел основными грамматическими категориями родного языка стихийно. Углубляется экологический кризис русской языковой и духовной культуры, падает практическая грамотность, даже у студентов филологических факультетов. Психологи и психотерапевты отмечают резкое снижение
среднего уровня психического развития школьников, снижение способности связывать звуковой и зрительные образы, слово со смыслом. А между тем в середине XIX века отечественные ученые и методисты уже сформулировали совершенно иной подход к задачам преподавания русского языка. Родной язык так сросся с личностью каждого, писал Федор Иванович Буслаев, что учить оному значит вместе и развивать духовные способности учащихся. Совсем не для усвоения правописания следует изучать грамматику родного языка в школе. Многие науки обогащают сознание дитяти, давая ему новые и новые факты, писал Ушинский. Грамматика начинает развивать самосознание человека. Она является началом самонаблюдения человека над своей душевной жизнью. Итак, падение престижности родного русского языка как предмета школьного образования началось уже в 20-е годы XX века. Это было связано с созданием единой трудовой школы, где готовили рабочего к станку, бездумного винтика, безвольного исполнителя чужой воли. В более поздний советский период процесс дегуманизации образования и воспитания молодежи продолжался. Но вот, наконец, в 1931 году вышло историческое постановление ЦК. Оно восстановило отвергнутый лингводидактикой догматический метод преподавания родного языка. Федор Иванович Буслаев, Константин Дмитриевич Ушинский, Федор Федорович Фортунатов и другие представители русской педагогической лингвистической мысли обосновали, развили и пропагандировали эвристический метод преподавания родного языка. Согласно этому методу, учащиеся учились учиться. У них формировались навыки наблюдения и самонаблюдения, систематизации и обобщений. Они учились самостоятельно делать выводы и формулировать правила. В 30-е годы программа включала такие разделы, как работа с книгой, работа с газетой, устная и письменная речь. Программа по русскому языку и словесности большое внимание уделяла обучению чтению в обширном значении этого слова. До сих пор в цивилизованных странах Европы и Америки языковое образование занимает до 55% учебного времени 12-летнего среднего образования. Так же было и у нас в России. Выпускник русской царской гимназии обучался тоже 12 лет, и 55% учебного времени усваивал несколько языков и был начитан в текстах на разных языках в подлиннике. Родной язык и классическая русская литература, церковно-славянский язык и древнейшие тексты славянской письменности. Он знал наизусть множество текстов современного церковного обихода, молитвы, псалмы. Знал древнегреческие и латинские языки и тексты античной литературы, поэзии, драматургии, образцы античного ораторского искусства. Владел французским и немецким языками, на которых знакомился с современной европейской литературой и наукой. И простой русский крестьянин тоже хранил и передавал потомкам произведения устного народного творчества. Это бабушкины сказки, колыбельные песни. Вся жизнь русского человека сопровождалась песнями. Он жил в атмосфере поэзии. Речь свою он пересыпал пословицами и поговорками, словосочетаниями из песен и сказок. Регулярно посещая храм, русский ребенок спонтанно выучивал наизусть церковные песнопения и молитвы, одновременно с формированием навыков говорения. На протяжении столетий русские дети учились читать по псалтыри и часослову, самостоятельно осознавая и усваивая звукобуквенные отношения. Школьники знали много стихотворных текстов о родной природе, о своем народе и его соседях, о родном отечестве и его истории. Тексты воспитывали высоконравственного гражданина и патриота, одновременно служили опорой для усвоения грамматики, орфографии родного языка.
Отмена преподавания церковнославянского языка в школе нанесла серьезный удар по экологии речевой и духовной русской культуры. Другая причина неблагополучного состояния преподавания русского языка в школе обнаруживается в методике. При занятиях учебными предметами, другими учебными предметами, ученика интересует то новое, что он получает на этих уроках. На уроках же русского языка ребенок приходит уже овладевший основами родного языка, говорит и понимает со слуха доступный его возрасту текст. Как правило, до школы он умеет читать, складывая буквы и слова, нередко умеет и писать, за игрой живо спорить и умело рассуждать. Интуитивно ребенок овладевает всеми грамматическими категориями родного языка, разнообразными правилами сочетаемости слов, морфем, фонем, еще до школы, аудируя и говоря. И это нужно учитывать, преподавая русский язык. Современный школьный курс русского языка, включая уроки русского родного языка, стал надежным орудием углубления интуитивных представлений ребенка о системном устройстве, гармонии и красоте родного языка. На сегодняшний момент существует несколько УМК по русскому языку, которые отражают преемственность курсов русского и родного русского языка. Наша гимназия номер 1 города Воркуты выбрала УМК под редакцией Людмилы Михайловны Рыбченковой, Андрея Георгиевича Нарушевича и других. Основной курс русского языка реализует когнитивно-коммуникативный подход в обучении. Реализуется... Ой, Господи, извините, перескочила. Ладно, продолжу. Итак, реализуется метатекстовая подача учебного материала. Нет абстрактной, не воплощенной в текстах грамматики литературного языка. Нет словаря самого по себе. Есть определенные законы, усвоение которых необходимо как для понимания, так и для расширенного воспроизводства текста. Следовательно, основной задачей школьного курса литературного языка должно быть изучение образцовых текстов. В связи с этим изучению грамматики, усвоению правил орфографии и пунктуации отводится подчиненная более высоким целям роль. Углубленного осознания структуры родного языка и его специфики можно достичь, лишь опираясь на основные принципы современного языкознания, принцип системности и принцип историзма. Вот эти принципы учтены в УМК Рыбченкова и соавторов. По основному курсу родного русского языка. Структура параграфов в учебниках этих авторов, как основного курса, так и курса родного русского языка, является способом организации познавательной деятельности учащихся. Фиксированный формат учебника и система предметных рубрик тоже позволяет более эффективно изучать языковой и речевой материал и связывать его с другими науками – историей, этнографией, культурологией. Данный УМК твердо опирается на современную психолингвистику, а современная психолингвистика изучает не язык, не его грамматику, а речевую деятельность. Существует 4 основных вида речевой деятельности: аудирование, слушание с пониманием, говорение, чтение и письмо, и 2 смешанных – письмо под диктовку, чтение вслух. В процессе формирования аудирования и первых опытов говорения путем проб и ошибок складывается интуитивное представление о грамматическом строе языка, формируется словарный и морфемный запас. Следовательно, не беспредметное развитие речи и не только чтение образцовых текстов русской классической литературы, а тем более не зазубривание правил грамматики, орфографии и пунктуации, а совершенствование всех видов речевой деятельности в их теснейшей взаимосвязи и должно стать центральной задачей
школьного курса русского языка. Школа почти не обучает осмысленному чтению, зачастую ограничиваясь навыками складывания букв, слоги и в отдельные слова. Нет систематического обучения говорению, а сюда должно включаться и ораторское искусство, и навыки ведения диспута. Совершенно не уделяется внимания аудированию, формированию необходимого навыка слушать, понимать и уважать собеседника. А между тем, по подсчетам психологов, до 80% разводов, развалов семей происходят из-за неумения супругов слушать и понимать друг друга. Стало нормой, что русский оратор не произносит, а читает по бумажке. Значит, невероятно низка культура речи в быту и в общественных местах, а нередко и в парламенте, и в газетах, и в радиопередачах. Вышеуказанных УМК довольно удачно реализует обучение всем видам чтения с помощью упражнений рубрики «Школа чтения». Никак не идет презентация. Первостепенная задача современного образования и воспитания заключается в формировании духовно развитой, богатой духовной личности, в формировании современного мышления, современного представления о целостности, взаимосвязи и взаимообусловленности, о системном устройстве явлений природы, общества и прежде всего языка. Для этого в предлагаемых учебниках существуют такие рубрики, как лингвистические заметки. Они насыщают интеллектуальное пространство ученика знаниями о системе языка и речи, фактами из истории языка, лингвистическими задачками, предлагающими сопоставить языковые явления в нескольких языках, текстами с пропусками букв и знаков препинания. Рубрика «Культура речи» позволяет научиться видеть речевые, грамматические, стилистические ошибки, применять слова соответственно ситуации. Немаловажное значение в содержании учебника отводится работе со структурированной информацией. Дорогая Валентина Валентиновна, время у нас уже истекает, 15 минут. Пожалуйста, обобщайте. Это уже время, да? Да, 15 минут прошло. Обобщайте, пожалуйста, ваше выступление. Так вот, уроки родного русского языка по сравнению с уроками по УМК Рыбченковой, по сравнению с основными уроками русского языка, продолжают развивать ребенка в том же направлении. Мы видим ту же структуру параграфов, те же рубрики, а некоторые рубрики даже превратились в отдельные параграфы и в содержание, ушли в содержание этих учебников. Есть такие интересные рубрики, как круг чтения, работа в паре, работа с нелинейными текстами. То есть я уже не успеваю об этом рассказать, поэтому посмотрите презентацию мою, там все будет ясно. Так вот, в результате реализации задач языкового обучения, к каким результатам я пришла? То есть я хочу озвучить результаты обучения по методике учебника родного русского языка Александровой, Нарушевича и других на примере 6 классов. То есть один класс у меня, 5 класс, который я взяла в 2018-2019 году, это слабые очень дети. У них каждый год менялся учитель начальных классов. Но, однако, обучаясь по этому УМК, этим учебникам, дети к концу года имели качество знаний 65,4%. К концу этого года
качество знаний возросло уже до 73,1%. Второй класс был посильнее 6А. Первый год не я у них преподавала, а другой учитель, она уволилась, уехала из Воркуты. Класс более сильный, и поэтому к концу обучения по этому УМК в 5 классе у них было качество знаний 80,2%, к концу этого года уже 86,5%. То есть я акцентирую на этом внимание. Почему? Потому что, видите, произошла смена учителя, но остался тот же УМК. И результаты продолжают повышаться. Почему? Коротко, если объяснить, то все рубрики, весь материал учебника Александровой, Нарушевича и других соавторов, это практически готовый урок уже. То есть задания, рубрики, плюс алгоритм уроков ГОС, плюс приемы какой-то технологии, выбранной вами, и получается готовый урок. То есть на подготовку к которому затрачивается не очень много времени, но однако результаты... Спасибо, Валентина Валентиновна. Вот, спасибо за внимание. Все, мы очень рады, что действительно результаты по этим учебникам у вас хорошие. Мы вас благодарим за такой методический характер вашего выступления. Я думаю, что наши коллеги ознакомятся с вашей презентацией, и будет возможность у них тоже на методических объединениях обсудить ваш доклад. Спасибо вам большое. Итак, мы приглашаем к выступлению Герасимову Любовь Степановну, учителя русского языка и литературы средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов города Усинска. Тема выступления – применение концепта на уроках родного русского языка. Любовь Степановна у нас уже выступает второй раз вот на наших таких семинарах образовательных, всегда с очень интересными выступлениями. Мы вас приглашаем, пожалуйста. Здравствуйте, участники научно-практической конференции. Думаю, меня хорошо слышно, потому что это тоже немаловажный фактор уважительного отношения к культуре нашего языка. Тема моего выступления – это применение концепта на уроках родного русского языка. Введение в учебную программу предмета дал возможность учителям воспитать ценностное отношение к языку как хранителю культуры и развить у обучающейся культуру владения родным языком во всех его функциональных возможностях. Именно на таких уроках появилась возможность у предметников расширить у учащихся представление о языке, о его использовании как в устной, так и в письменной речи. Поэтому применение концепта обогатит их словарный запас. Перед тем, как обратиться к понятию концепта филологии, объясню это понятие простым языком. Концепт – это когда с разных сторон рассматривается слово, благодаря которому получается целостное представление о слове, его применении и функциональных возможностях. Так. Остановимся на понятии концепт. Концепт филологии – это содержательная сторона словесного знака, за которым стоит понятие, относящееся к умственному, духовному или материальной сфере существования человека. Термин «концепт» в лингвистике не новый. Он относится к эпохе средневекового концептуализма, основоположниками которого были Гоббс, Абеляр и Окам. В современной лингвистике термин «концепт» используется как обозначение одной из форм репрезентации знаний о мире с помощью когнитивной семантики, то есть познанию смыслового значения языка. В интерпретации концепта Дмитрия Сергеевича Лихачева обозначено несколько постулатов. Концепт – это единица письменной и устной речи. Значение концепта намного шире, чем возможность человека охватить его сознанием, а значение концепта накладывается на его личностный характер, то есть
зависит от возраста, образования, профессии и личного опыта. Теперь перейдем от теории к практике. Настоящий предмет. В нашем предмете отведены часы на такие разделы или блоки, как язык и культура, культура речи. Именно там наиболее эффективно применение концепта, так как мы подробно изучаем и расширяем представление о слове. Если в 5 классе отводятся темы на расширение и обогащение словарного запаса с помощью крылатых слов и выражений из русских народных и литературных сказок, пословиц и поговорок, передающих опыт и мудрость народа, то в 6 классе начинается работа по изучению самого слова. Так, работая с фразеологизмами, ребята учатся классифицировать по тематике, строить синонимические и антонимические цепочки, определять семантику амонимичных слов. Остановимся на уроке по теме синонимы и точность речи, антонимы и точность речи, а также смысловые и стилистические особенности употребления синонимов и антонимов. Безусловно, на данном уроке мы повторили те знания, которые были закреплены на русском языке в разделе «Лексика», построили ряд синонимичных цепочек, аналогично антонимичных, а потом был предложен отрывок из произведения Вересаева «Состязание». С этим произведением учащиеся на следующем уроке родная русская литература знакомится уже как с художественным произведением. На слайде представлен данный отрывок анализа. Задание ребят представлено также на слайде. Ребята должны были из жирным шрифтом выделенных слов подобрать синонимичные цепочки, также подобрать антонимы, выписать обязательно художественные средства выразительности, а потом мы поговорили о ключевом слове. И этим ключевым словом стала красота. И мы стали расширять свое представление об этом слове. Прежде всего мы обратились к толковому словарю. Вы спросите, а как мы пользуемся толковым словарем? У меня в кабинете есть толковые словари школьные, безусловно, толковый словарь Ожегова и, конечно, интернет-ресурсы. Ребята обратили внимание на то, что в этом слове есть всего 3 лексических значения, а оно само происходит из нашего общего прославянского языка. Дальше обязательно мы с ними нашли фразеологизм и устойчивое сочетание, которое используется это слово. Но самое распространенное – красота спасет мир. В 7 классе ученики знакомятся с паронимами, определяют смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевую окраску и употребление паронимов в речи. После ознакомления, сейчас я... Ой, одну секундочку. Я потом на все ваши вопросы отвечу после выступления. Так, после ознакомления с таким понятием, как паронимы, выполненным упражнением, где ребята видят, насколько при общей схожести произношения идет разное лексическое значение, ребятам предложен текст стихотворения Елены Дроздовой «Паронимы». Весь этот текст наполнен одними паронимами. Задача ребят была выписать эти паронимы, дать им лексическое значение, зайти в этимологический словарь, определить их этимологию, а также где эти слова мы можем встретить в нашей речи, в какой сфере употребления. Во время разговора мы перешли к слову «поэтическое произведение», и нам захотелось узнать и расширить свое представление о слове «поэзия». Оказывается, в слове «поэзия» есть всего только 2 лексических значения. Зато сколько афоризмов, высказываний к этому слову используют выдающиеся русские и зарубежные философы и литераторы. Также ребята узнали, что поэзия, она заимствована из французского языка, восходящая в свою очередь к греческому. В 8 классе учащиеся знакомятся уже со старославянизмами.
Мы говорим, по каким приемам легко определить разницу между старославянским словом и исконно русским. В чем разница архаизмов и историзмов? Поэтому на уроке по теме «Роль старославянизма в развитии русского литературного языка и их приметы», стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы, сдаются задания, в которых ученики уже концептуально рассматривают предложенное для анализа слова из текста. Для того, чтобы подробнее изучить каждое слово, ребята поделились на группы. Каждому был представлен отрывок из художественных произведений Александра Сергеевича Пушкина. Бесспорно, это были отрывки из баллады Пушкина «Песнь о вещем Олеге», поэм «Медный всадник» Руслана Людмила и самых известных стихотворений «Пророк» и «Я памятник сей воздвигну рукотворный». Перед вами представлен отрывок одной из карточек из произведения «Медный всадник», при котором ребята должны в группе не только красиво и эмоционально передать внутренний мир поэтического отрывка, но также выписать старославянизмы, определить, по какому приему они выяснили, посмотреть, какие приемы у нас идут, связаны с нейтральной лексикой, устаревшая, а также она используется как высокая лексика, посмотреть, подумать, почему Александр Сергеевич Пушкин использует в своей поэзии эту лексику, и составить предложение прозаического характера и посмотреть, а стоит ли нам в нашей повседневной жизни использовать эту речь. Во время анализа и размышления ребята поняли, сейчас одну секундочку, что старославянизмы активно, конечно, используются в поэзии, потому что поэзия вносит в речь какую-то торжественность и риторическую окраску. И даже мы смогли с несколькими словами составить синонимическую цепочку. То есть каждый урок – это не только знакомство со словом, его подбором, расширение, обогащение словарного запаса, но и расширение представления о тех словах, с которыми мы работаем. И вот мы уже в 9 классе. И ученики могут составлять проекты. Цель проектов – это формирование интереса учащихся к изучению слова, расширение представления о его значении и применении, роли слова как в жизни человека, так и культурного развития общества в целом. Учащиеся должны были самостоятельно выбрать слово, имя существительное, и в соответствии с планом, предложенным мною, они должны были представить своим одноклассникам и показать, насколько расширяется наше представление от общеупотребительного слова, которое мы знаем и используем в нашей повседневной жизни, до необщеупотребительного, используемого в определенной сфере. Перед вами представлены скриншоты работ учащихся. Извините, перепрыгивают слайды. Проекты, где используется прием концепта в полном, в моем представлении, пока объеме. Ученики расширили представление о выбранных ими словах, их употреблении в речи, осознание того, насколько богат и многолик в своих оттенках русский язык. Почему-то большинство ребят выбрали тематическую группу «Животные». Так, животные. Также была выбрана группа птицы. Перед вами представлены несколько скриншотов. Растения. И всего 4 ученика выбрали слова, вроде бы как из группы, которые я назвала тематические нарицательные слова. Это стакан, язык, кувшин и писатель. А теперь мы с вами подробно остановимся на моем представлении, что такое концепт в проекте. Перед нами представлена общая характеристика слова. Ребята в своих проектах дают общую характеристику слова, даются морфологические признаки. Потом они, используя информацию из интернет-ресурсов, узнают происхождение этого слова, откуда оно взято, что оно означает. Дальше они
определяет лексическое значение слова. И вот над этим слайдом я хочу остановиться. Остановимся на примерах, на которых хочется особо обратить внимание. Оказывается, что в южном полушарии есть созвездие Заяц, а в семействе ластоногих тюленей за пугливость и манеру передвигаться прыжками присутствуют морские зайцы. Самое большое количество применений в русском языке есть со словом «мышь». Это не только грызун, но и предмет, галактика, даже характеристика человека. В тематической группе птицы узнали, что помимо галактики Ворон есть еще и древнерусская система счета, конструкция для абордажа кораблей и название машины. А в группе растения, где ранними называют авиационные станции радиоэлектронного подавления индивидуальной защиты, розами круглые окна в готических постройках, математическую плоскую прямую. Оказывается, со стаканом называют конечную буровую скважины, стальную оболочку артиллерийского снаряда. Более 9 значений имеет слово «язык». Представленные учащимся работы расширили и обогатили словарный запас тех слов, которые они выбрали. Следующим по плану было это определить область употребления слов. Из представленных скриншотов хочу сказать, что слово «нарцисс» используется не только в ботанике, но и в парфюмерии, при характеристике человека. А стакан употребляется не как в обыденной жизни, так и в химии, биологии, кулинарии, нефтяной и оборонной промышленности. Ворон используется в орнитологии, астрономии, географии, геральдике, в топонимике. Этими словами называли беспилотный летательный аппарат Туполева, а также организм в правоохранительных органах. Чтобы обогатить и расширить словарный запас, было обязательным задание подобрать синонимы и антонимы выбранным им словам. Понятно, вы можете сказать, что не каждому слову можно подобрать антоним. Но для этого мы схитрили и использовали не только лексические антонимы, но и контекстные. Ребята обогатили свой словарный запас и, самое главное, сделали подборку однокоренных слов с представленным словом. Завершение проекта заканчивалось самым интересным. Это, конечно, культурологией. Ребята должны были с этим словом подобрать фразеологизмы и афоризмы, которые использовались и используются в нашей речи. А также ученики должны были выбрать и найти выбранное ими слово в названиях в разных видах искусства. Это в живописи, в литературе, в скульптуре и кинематографии. И когда ребята представили концепт, у них действительно расширилось представление о слове, которое они вначале видели просто в первоначальном значении. Таким образом, систематическая работа по комплексному анализу слова, то есть концепту на уроках родного русского языка, показывает, насколько многогранны слова, а сам язык – это духовное сокровище, которое развивается и изменяется со своим народом. Бережное отношение к языку духовно обогащает общество, сохраняет культуру, совершенствует и развивает человека. И закончить я хочу словами Николая Александровича Бердяева. Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык. У вас было очень много вопросов. Мне, конечно, приятно, потому что тема до сих пор раскрывается. Мы расширяем свое представление о понятии концепта, но слово «концепт», оно присутствует и в программе по русскому языку, которая предлагается в программе, которую нам предложило Министерство образования. И на основе этого концепта была предложена группа заданий, которые ребята обогатили и расширили свой словарный запас. То есть концепт – это концептуальное представление о слове. Любовь Степановна, спасибо вам за очень яркое, интересное выступление. Да, действительно, здесь произошла такая в записи
дискуссия по поводу происхождения, по поводу правильного применения, что ли, да, этого понятия. Я думаю, что вот в этом как раз рождается истина, в том, чтобы посмотреть, а как действительно то, что задается как задание, да, Министерством образования, как реализуется учителями практики. Абсолютно правильно. Это Есть, слово было да, представлено как цель, которую мы реализуем как практики. Да, есть ученые, которые за этим видят какую-то, может быть, неправильность, да, использования этого понятия. Но мы сейчас хотели бы вот как раз слово предоставить Холодыревой. Вот сейчас мы тогда вместо Инны Васильевны Кудрявцевой пока послушаем Холодыреву, так как она вот как раз выступает у нас таким единственным оппонентом, да, в этом понятии. Поэтому нам было бы очень интересно услышать позицию Ольги Николаевны. Спасибо вам еще раз большое. Ваше выступление. Я единственное хочу сказать, обратите внимание, я не сказала применение приема, я просто сказала понятие концепт, зная о том, что будет неоднозначная интерпретация и трактовка этого слова. Спасибо за то, что пригласили. Мне, как всегда, было очень ярким, интересным. Спасибо вам за ваше творчество. Спасибо. Что, нету ее? Появилась. Спасибо большое. Простите, пожалуйста, Инна Васильевна, что вот так мне дали слово, вот внезапно. Предыдущему выступающему большое спасибо за интерес к самому понятию, к термину, концепт, но с терминами, тем более новыми терминами, методически еще не устоявшимися, на мой взгляд, надо достаточно аккуратно общаться. Итак, я хочу представить свой проект «Экология в цифрах». И если обратиться к названию нашей сегодняшней конференции, то ключевое слово в этом названии – это слово «экология». Можно первый слайд? Первый слайд, пожалуйста. В моей работе уже достаточно давно выстроилась вот такая методика, педагогическая траектория работы с экологическими темами. Я сегодня больше не об экологии языка, экологии культуры, а экологии как таковой через язык и культуру. По-моему, вот эта траектория достаточно оправдана. Экология языка как лингвоэкология или как сохранение здоровья языка, наверное, это средство формирования самого человека, его культуры. Ну и в сегодняшнем своем выступлении я обращусь вот именно к понятию экологии. Экология как взаимосвязь всего живого на Земле и как сохранение природы. Следующий, пожалуйста. Следующий слайд. Если мы с вами обратимся к словарю, то понятие экологии состоит из двух греческих слов «эко» и «логос». Вот выписка из словаря иностранных слов, где с древнегреческого языка «эйкос» переводится, обратите внимание, «дом». Я хочу сказать, что вот «дом» – это один из ключевых концептов русской культуры. Что такое концепт? Переводится с латинского языка слово «концепт» как «основа». И у нас уже существует достаточное количество словарей концептов русской культуры, которые более или менее четко определяют вот этот вот круг основополагающих понятий культуры для русской нации, для русского народа. Дом – это одно из основных концептов и основных культурных понятий. Ну и слово «логос» переводится и как слово, и как разум, и как мнение, и как знание, и как изучение. Термин введен давно. Сегодня экология понимается как наука о взаимодействии живых организмов между собой и средой их обитания. Следующий. Уже достаточно долго, пожалуй, что на протяжении нескольких десятилетий у меня вот складывалась та программа, основу которой вот сейчас на слайде вам представлена. Программу, в конце концов, придя в кадетские классы, я назвала «Ратник 21 века». Эта программа основана как раз вот на выборе, жестком таком отборе. Ну, это мой отбор, каждый учитель имеет право, разобравшись, что такое концепт, сделать
свой отбор концептов для методической адаптации их на уроках русского языка. И вот в слове «ратник» 21 века ратник понимается и как воин, но и как защитник идеалов, нравственных каких-то понятий. И вот если вы увидите, то слово «дом» является ключевым концептом для работы по русскому языку в 6 классе. 5 класс имя, 7 класс душа, 8 класс отечество, 9 класс святыня. И любой концепт – это очень многозначное, очень емкое слово, это свернутый текст, по большому счету, который не развивает речь ребенка, а развивает представление ребенка о глубине основополагающих слов, понятий и развивает его понимание, восприятие мира, развивает какие-то очень глубокие личностные его начала. Следующий слайд. Концепт «дом» в методической интерпретации в моей авторской программе – это и понимание здания, например, чем дом, изба в Вижме отличается от дома, избы, ну, например, в Котласе, где родился мой папа. Это, конечно, и отчий дом, это и храм, дом Бога, это и природа, дом для всего живого. Это и родина, родная земля, отечество, отчизна. Но это и планета Земля, наш общий дом для всех людей, для всего живого на Земле. Следующий слайд. Наверное, никто не будет спорить, что понятие экология неразрывно связано с понятием патриотизм, потому что любовь к родной земле – это и есть любовь к отеческому дому, к отеческой земле, к земле своих предков, патриев, откуда слово патриотизм пришло. И вот подтверждение, там очень хорошие слова Михаила Михайловича Пришвина, которые я беру в 6 классе, но использую, кстати, для работы со знаками препинания. Видите, какой активный текст во многих других классах. И вот мы экологические проблемы на уроках русского языка с шестиклассниками, когда приступаем к изучению имени числительного, вот начинаем с этого текста, мне хочется его озвучить. Мы хозяева природы, и она для нас кладовая солнце. Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степи, горы. А человеку нужна родина. И охранять природу значит охранять родину. Я попросила шестиклассников выписать слово «охранять», написать, подобрать синоним. Ну и, конечно, такой наиболее употребительный синоним они подобрали – это защищать. Ну, то есть это защищать свою землю. Следующий слайд. Проблемы экологии как таковой экологии, в то же время экологии языка, и экологии человека, экологии культуры меня занимает очень уже давнее время. Ну и вот здесь представлены методические материалы рабочей тетради для учащихся. Их 3. Мне, конечно, дороже всего сборник экологии языка в формате подготовки государственной итоговой аттестации ОГЭ, сейчас называется, выпущенный в 2009 году в Институте усовершенствования учителей, получивший республиканский гран-при в конкурсе «Инноватика в образовании». И очень для меня дорог сборник, который называется, я вот его в руках сейчас подержу, может кто-то с ним знаком, на курсах я его представляла, на курсах КРИРО, «Русский язык. Изучение программного материала 9 класса на культуроведческой основе». Сборник издан по решению кафедры образовательных технологий и филологии Герценского университета в Санкт-Петербурге. И второе издание его произошло на базе Сыктывкарского университета у нас в Сыктывкаре. И здесь вот содержание этого сборника, упражнения этого сборника, они подходят и как для классических тем по практически всем программам по русскому языку, так и для нашего нового предмета «Родной русский язык». Следующий слайд. При изучении темы числительной мы в этом году с ребятами начали такой проект «Экология в цифрах». Единственное, что из-за карантина мы его не смогли завершить так, как мы его завершали, но тем не менее уже в марте
числительно изучается примерно 3 недели, в третьей четверти нам удалось реализовать достаточно много. Проект ориентирован на актуальнейшую проблему современности, экологическую. Дальше на слайде, кому интересно, посмотрит характеристики этого проекта, паспорт этого проекта. Мне он интересен тем, что... К предыдущему можно еще? К предыдущему слайду можно вернуться? Мне он интересен тем, что он хорошо сочетает, ну, как и любой проект, в принципе, это моя любимая технология школьная, хорошо сочетает условия для достижения результатов предметных, метапредметных и личностных. Ну, как от нас и требуют сейчас федеральные государственные образовательные стандарты. И проектная деятельность создает вот такое универсальное образовательное воспитательное пространство, которое называют еще воспитывающим обучением. Ранее при изучении числительного в кадетских классах и не в кадетских тоже я брала проект, который мы назвали «Мужество в цифрах», изучение числительных в цифрах. Там, знаете, тоже слово «дом», дом Павлова, Россия как наш общий дом. Там числительные прекрасные, где Дания 7 дней сопротивлялась, а дом Павлова 56 дней, где люди 10 национальностей стояли насмерть и не отдали ни одной пяди земли. И мне казалось, что вот от этого проекта «Мужество в цифрах» при изучении числительных я не отступлюсь никогда. Настолько он мне был близок, дорог, настолько он хорошо получался. Но вот как-то вот сейчас, наверное, не столько нам еще и в прошлом надо жить, сколько в настоящем и в будущем. В каком мире мы будем жить и какой мир построят те дети, которых мы сейчас учим. Поэтому вот как-то сейчас мне показалось вот, ну, просто целесообразнее, актуальнее, наверное, вот этот вот экологический проект, посвященный экологии, защите родной земли. Следующий слайд. На следующем слайде представлены этапы проекта. И, конечно, любой проект для учителя начинается с предпроектного этапа. И для учителя русского языка это создание дидактической базы текстов. Как бы их там не было много, и как бы не был велик запас моих текстов, мне их всегда не хватает. И поэтому, начиная любой проект, а старт этому проекту дает именно текст, лингвистическая единица дидактическая, и вот тот текст Пришвина, с которого мы с вами начиналась вот презентация, по сути дела, это был один из первых текстов, с которого мы начинали вот вхождение вот в этот проект. А дальше уже через систему текстов ребята понимают свою задачу, что им потом предлагается самим найти такие тексты, составить такие тексты, а в конце презентация их умений употреблять числительные в текстах об экологии. Это урок-конференция. Такое завершающее упражнение есть в учебнике Таисии Александровны Ладыжинской. И мы его планировали провести в День Земли, 22 апреля. Но дело в том, что вот это прекрасное упражнение в учебнике, оно не подготовлено содержанием самих упражнений. Оно как-то вот замечательно, интересно, но оно падает тематически неподготовленное. Я как-то привыкла, что если я начинаю раздел, то на первом уроке я обычно знаю, через что я должна провести детей, через какие тексты, через какие темы, какие навыки отработать, и в итоге, в конце концов, что получить на выходе. Можно следующий этап, следующий слайд. Конечно, успех уроков русского языка и классических уроков, и проектных уроков обеспечивается подборкой хороших текстов. Вот я привела только один здесь текст, он звучит как набат об катастрофической ситуации, об экологической катастрофе, которая происходит сейчас, когда мы начали осознавать, я читаю часть текста, что наш дом, земля в опасности, она медленно погибает. Каждый день фауна земного шара становится беднее на один вид животных. Каждую неделю мы теряем один вид растений. Каждую минуту вырубается 20 гектаров леса. Каждый день в атмосферу Земли выбрасывается 5 миллионов тонн углекислого газа. Каждый год
в воды Мирового океана попадает около 10 миллиардов тонн нефти. Экологическая катастрофа нависла над каждым домом. Изучая числительные, дети, конечно, должны научиться употреблять числительные, писать числительные, склонять числительные. И вот культура, языковая культура человека и уровень культуры человека определяется в том числе, согласитесь, и умением правильно употреблять числительные, потому что, ну, по большому счету, уши в трубочку скручиваются, когда слышишь такие формы числительных от людей, занимающих достаточно высокие посты, от журналистов и так далее, и понимаешь, что чего-то они в школе так недополучили, недопоняли, чего-то недопрошли. Среди текстов есть такой очень интересный формат текстов, который в методике называется нелинейный текст. Вот я представила здесь нелинейный текст к теме «Мягкий знак в числительных». Текст называется «Как долго разлагается мусор». Ну, разлагается, связано с правописанием чередующихся гласных. И вот посмотрите, сами цифры, они заставляют задуматься, а нужно ли лишний раз выбросить в мусорку пакет полиэтиленовый, бросить на землю алюминиевую банку, выбросить одноразовую посуду или бутылку, которая разлагается 1000 лет. Задания очень интересные были. Составить предложение, составить несколько предложений на основе этого, развернуть в текст. Ну и когда дети уже имеют образец, как примерно должен выглядеть их проектный продукт, в данном случае это база текстов с употреблением числительных, то они уже потом сами, это их задание проектное, ищут. Ну, прежде всего в интернете они, конечно, ищут тексты с употреблением числительных. И вот, казалось бы, среди таких, ну, на первый сразу приходящий на ум тем, как вырубка леса, бережное отношение к воде, выбросы в атмосферу заводов. Вот смотрите, вот такой у ребенка текст на основе найденных материалов. О сигаретах, о том, какое экологическое бедствие курение, не только для здоровья, для земли. Я приведу выделенную здесь часть числительными. При горении сигареты выделяется более 4000 опасных химических веществ. Именно они наносят вред организму, а также окружающей среде. Помните, сигарета разлагается около 5 лет, в предыдущем слайде было. Опасно даже пассивное курение, когда некурящий стоит рядом с курящим человеком. Некурящий вдыхает 80% выдыхаемых вредных веществ. Дальше в тексте там очень много числительных, здесь 14 числительных в тексте, насыщенность очень хорошая этого текста, о том, сколько тратится дерево для производства, в общем-то, вредного продукта. Конечно, если дети поработают с таким текстом и придут к мысли, что ни в каком плане курить не стоит, то это уже замечательно. Даже если сделают ошибки в прописании числительных. Или вот, например, из предыдущего текста мы такое понятие, вы сами назвали его, экологическая экономия. Когда экономишь воду, экономишь свет не для того, чтобы побольше осталось денег в семейном бюджете, хотя это тоже хороший стимул-мотив, а потому что если ты, пока чистишь зубы, выключишь кран, то за неделю 300 литров воды один человек. А у нас запасы, как свидетельствуют детские тексты, ими собранные на земле пресной воды, очень малы. Это действительно катастрофа. Из дидактической базы текстов еще один текст ребенка. При этом вот в проектной деятельности проявляют себя замечательно все дети. Даже те, кого мы называем там слабыми, нерадивыми, троечниками или там 3 с минусом и так далее. Они все работают как-то очень хорошо, заинтересованы, их заинтересовывает сама по себе тема. Население планеты производит огромное количество мусора. Ежегодно от последствий загрязнения окружающей среды умирает за год не менее 9 миллионов человек. Это в 3 раза больше смертей, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии. И в 15 раз больше, чем от всех войн и других форм насилия. Ну, вы понимаете, почему экологическая тема сейчас тема актуальная, злободневная и глобальная человеческая тема.
Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд можно? Мы успели все-таки немножко подготовиться к конференции. Ребята мне потом присылали свои видео выступления. И вот один из текстов конференции, текста уже подготовленного учениками к выступлению, которое должно было завершать, ну вот так индивидуально в видеоформате сейчас завершилось, это текст про ШИИС, прошу прощения. Из песни слова не выкинешь, где ребенок темой своего выступления выбрал очень такую злободневно актуальную для нашего севера тему. И вот он употребляет цифры, нас убеждает во вреде вот этой планируемой стройки. Территория этой свалки около 50 гектаров. Уже сейчас под этот мусорный полигон вырублен лес протяженностью 30 километров. В течение 20 лет 10-миллионная Москва, не знающая, куда девать свой мусор, планирует вывозить этот мусор к нам. По 2-3 состава из 60 вагонов 365 дней в году. Вот в этом небольшом тексте у ребенка использовано 14 числительных, и они, конечно, должны правильно их и произнести. И последний слайд, и я завершаю. Ольга Николаевна, да, у меня 2 доклада еще, просто мы 5 должны закончить, поэтому очень все это злободневно и интересно. Методика, да, я хочу сказать, что вот, да, самое главное всех наших уроков, и для чего мы идем на урок? Для того, чтобы воспитать человека, для того, чтобы воспитать личность, для того, чтобы он бережно относился к своей жизни, к жизни окружающих и к окружающей среде. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Ольга Николаевна, большое. Итак, мы приглашаем к выступлению Кудрявцеву Инну Васильевну, первоклассный птичий календарь, проектная деятельность при реализации содержательной линии «Русский язык», прошлое и настоящее в изучении курса русского родного языка в начальной школе. Инна Васильевна является учителем начальных классов гимназии иностранных языков города Ухты. Так, записи у нее там. Добрый день, уважаемые слушатели. И появился новый предмет «Русский родной язык», посыпался град вопросов. Зачем младшему школьнику эти уроки? Чем они отличаются от традиционных уроков русского языка? Но если на эти 2 вопроса ответ уже всем очевиден, то вопросы методики преподавания, создания системы оценивания в этом курсе, на мой взгляд, очень актуальны. Одна из важнейших задач курса – русский родной язык при общении школьников к фактам русской языковой истории, истории русского народа. В своем докладе мне хотелось бы остановиться на реализации содержательной линии «Русский язык. Прошлое и настоящее» учебно-методического комплекса издательства «Просвещение». Это попытка соотнести язык и культуру, погрузиться в устаревшие слова, поиграть с дополнительными оттенками, которые несут некоторые слова и выражения, отражающие мировоззрение русского человека. В обычном курсе русского языка на это просто не хватает времени. В работе с младшими школьниками с этой целью используется самобытное и бесценное достояние народной культуры. Это пословицы и поговорки, загадки, считалки, заклички, песни разных жанров, которые сопровождали различные обряды славянского народа. Как известно, в младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения. При общении к фольклорным произведениям делает богаче чувства и речь ребенка, помогает освоению нравственно-поведенческих норм и ценностей, которые закреплены в культуре нашего народа. Важно точно выбрать такие способы ознакомления с фольклором, чтобы они привлекали внимание, заинтересовывали ребенка, живущего в развитой информационной среде. Одним из путей активизации интереса к фольклорным произведениям, видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися подготовленных ими проектных заданий. Результаты их выполнения должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать те требования, которые вы видите сейчас на слайде. Особенно важно правильно выбрать тему проектных заданий в преподавании родного русского языка у самых младших учеников, первоклассников. Учитель может опираться на темы учебно-методического комплекса.
На мой взгляд, для таких маленьких учеников можно подобрать малые жанры фольклора, соответствующие режимным моментам их жизни. В режиме Дня младших гимназистов есть ежедневная прогулка, во время которой ребята наблюдают за природой, подмечают сезонные изменения. Собственно, фольклор и создавался для сопровождения ежедневных событий человеческой жизни. Исходя из этого, мы подобрали тексты фольклора и детской литературы для проекта «Первоклассный птичий календарь». Содержание проекта строится по календарному принципу на каждое время года. В процессе изучения народных примет, произведений фольклора, проведения народных праздников о птицах дети познают обычаи, обряды традиционной народной культуры, что в свою очередь способствует воспитанию духовно-нравственной личности. Почему птичий календарь? Яркое проявление красоты и гармонии Божьего мира птички небесные. Зимой и летом, весной и осенью всегда рядом они помогают нам своим пением, неустанно славят Господа, напоминают нам о горнем мире. На слайде вы сейчас видите этапы работы в проекте «Первоклассный птичий календарь». Ну а теперь о некоторых этапах подробнее. Для начала проекта были подобраны тексты, из которых ребята много узнали о бережном отношении к птицам на Руси. Мы вспомнили устойчивые выражения нашего языка, связанные с птицами. Могучий как? Мудрый как? Болтать или трещать как? А как называют человека, который очень хорошо поет? Именем какой птицы называют людей, спор которых вот-вот перейдет в драку? Затем мы обсудили, какие признаки могут послужить основой для названия птиц, и сгруппировали их по месту обитания, по внешнему виду, по издаваемому звуку. Первоклассникам очень интересно было наблюдать за птицами. Они по очереди стали заполнять лист наблюдений. Сделали вывод, что птиц можно называть живыми службами погоды. Кроме народных примет, основу этого проекта составили и малые жанры фольклора. Эти тексты о птицах входили в жизнь первоклассников путем собирания, рассказывания, разыгрывания, музыкального исполнения, драматизации, плясовых и игровых действий. Кроме того, ребята узнали, что многие праздники народного календаря были связаны с птицами. Например, 12 ноября, в день святых Зиновия и Зиновии, отмечался день встречи зимующих птиц. Заклички, произносимые в этот день, звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность. Синиченька, невеличенька, прилетает и к нам из чужих краев. Читая заклички, обращаем внимание на специфику русского языка, многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и оценку. В первом классе пока без употребления терминов. Величайшую ценность для обогащения образного языка младших школьников имеют пословицы и поговорки. В них содержится нравственный потенциал, необходимый для формирования личности. Хвалилась синица, хвостом море зажечь. В пословицах и загадках мы с ребятами находили слова, значение которых им непонятно. Маленький мальчишка в сером армячишке по дворам шныряет, крохи собирает. Шапочка алая, жилеточка нетканая, кафтанчик рябенький. С опорой на иллюстрацию в учебнике выясняем с ребятами, что такое кафтан и армяк. Таким образом, загадка не только дает возможности лексической работы, но и стимулирует мыслительную деятельность ребенка, существенно расширяет представление о мире вообще. К игровым жанрам относятся скороговорки, которые способствуют формированию и развитию правильной, четкой речи учащихся. Эти жанры широко используются при обучении грамоте и формировании навыка чтения. Считалки – это то неоценимое богатство, которое способно помочь ребенку преодолеть скованность, застенчивость. Заклички. Образно яркие, напевные, поэтичные. Исполняя с детьми эти песни, мы устраивали импровизированные хороводы. Прочитывая с детьми заклички, обращаем внимание на значение устаревших слов, выражающих уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Собрав большой фольклорный материал о синицах, мы провели для первых и вторых классов осенний народный праздник – Синичкин день.
А спустя время учащиеся воскресной школы вместе с нами отметили праздник жаворонков – сороки. С интересом ребята узнали, что этот праздник приходится на весеннее равноденствие. После него отсчитывали еще 40 утренних заморозков. В каждой православной семье в старину в этот день пекли жаворонков из пресного теста 40 штук по числу воинов-христиан, замученных римлянами в Севастийском озере. Ребята с родителями сделали 40 постных булочек, жаворонков и угощали детей из воскресной школы. Нам так понравилось проводить птичьи праздники, что дети решили узнать про другие дни народного календаря, посвященные птицам. Оказалось, их немало. Но как оформить собранную информацию, чтобы привлечь к изучению и кормлению птиц большое количество людей? Вместе мы решили собрать календарь народных примет и фольклорных произведений, посвященных птицам. В нашем календаре всего 9 страниц по числу месяцев учебного года, во время которого как раз и нужно подкармливать птиц. Каждый месяц посвящен определенной птице. Когда работа была закончена, группа участников представляли каждый свою страницу календаря. Конечно, рисунки делали сами. Оценивание проектных заданий в 1 классе имеет свою специфику, но и здесь предпочтение отдается качественной, доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего проекта учесть результаты предыдущего выступления. В следующих классах оценивать выполнение представленных проектных заданий целесообразно по критериям, которые вы видите сейчас на слайде. Проект завершен. Ребята очень рады, что наша работа уже используется в гимназии. Я убедилась, что даже такие маленькие ученики, благодаря фольклорным жанрам, учатся говорить правильно, четко, образно, глубже выражают свою мысль. Уверена, что в качестве богатейшего источника познавательного и нравственного развития детей фольклор станет основой будущих наших проектов. Благодарю вас за внимание. Инна Васильевна, очень хороший доклад, настолько тоже методически выверен и настолько красивый, обращенный в наши корни культуры. Я думаю, что вашим детям очень повезло, что они учатся у такой учительницы. Очень вас благодарим. Если есть что-то сказать, можете подключиться, сказать тоже слушателям от себя. Есть такая возможность, Инна Васильевна? У Инны Васильевны выступление было в записи, вот поэтому я спрашиваю. Мы, наверное, не тестировались и не знаем, как подключаться, поэтому, к сожалению, да. Инна Васильевна, ну, в общем, мы вас еще раз благодарим. Действительно, очень хороший доклад, и нам по времени уже совсем немного осталось. Мы включаем тоже в записи Волкову Светлану Ивановну, учителя русского языка и литературы средней общеобразовательной школы села Мутный Материк города Усинска. Нестандартное домашнее задание к урокам русской родной литературы. И на этом мы сегодня заканчиваем прослушивание пленарных докладов. Все доклады были очень интересны, выбраны были экспертным советом с точки зрения, вот как раз такая шла линия от концептуального уже к практическому, прикладному такому методу работы учителей. И я вижу, насколько наши учителя творческие, насколько они обращаются вот именно к нашим корням нашей культуры, подходят к изучению этого нового предмета «Русский язык, литература». Но и не только, наверное, этого предмета, но и предметная область основы духовно-нравственной культуры народов России, она тоже может реализоваться через такие темы в русском языке и в литературе. Спасибо вам огромное, и слушаем Светлану Ивановну. Здравствуйте, коллеги. Стандартное домашнее задание к урокам русской родной литературы. Каждый учитель мечтает, чтобы по возможности все ученики приходили на урок подготовленными, прочитали то или иное произведение, выполнили задание, решили примеры. Но, к сожалению, это бывает не всегда так. Особенно такое явление характерно для устных предметов, в том числе и для уроков русской родной литературы. Дети стали мало читать и готовить уроки по литературе.
Как же найти выход из этого положения? Что делать учителю, чтобы заинтересовать детей? Чтобы выполнение домашнего задания стало для учеников не наказанием, а радостью. Для этого серьезное обучение нужно сделать занимательным, давая детям интересные задания, используя разнообразные методы и приемы. Лев Николаевич Толстой писал: «Для того, чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно. А для того, чтобы он учился охотно, нужно, чтобы то, чему учат ученика, было понятным и занятным». Предлагаю вашему вниманию творческие домашние задания к урокам русской родной литературы. Первый вид домашних заданий – это рисование. Рисование – самый распространенный вид детского творчества. Развивает воображение, фантазию детей, умение видеть прекрасное. Такие задания не вызывают у детей трудностей. Учащиеся легко справляются с ними и получают огромное удовольствие, создавая свои рисунки. Примерные задания. Сделать иллюстрации к понравившемуся произведению, подписать ее словами из текста. Нарисовать портрет любимого литературного героя, охарактеризовать его. Составить и художественно оформить театральную программку спектакля по мотивам любимой сказки. Или придумать обложку любимой книги и нарисовать эмблему. Второй вид домашних заданий – это игровые творческие задания. Игровые формы домашних заданий необходимы для учащихся младших и средних классов. Игры помогают серьезный и напряженный труд сделать занимательными и интересными, вызывают положительные эмоции у детей и способствуют их увлеченности уроком литературы. Например, игра «Трехцветные ромашки». Для итогового урока дети получают домашнее задание. Вспомнить содержание изучаемого произведения и составить вопросы по ним. Вопросы должны отличаться друг от друга уровнем сложности. Учитель заранее раздает каждому учащемуся по 3 лепестка ромашки. На каждом лепестке дети должны написать свои вопросы. На белом – легкие, на розовом – вопросы средней сложности и на красном – самые сложные вопросы. На следующем уроке учитель собирает лепестки и формирует их в виде цветка. Дети по очереди подходят к доске и срывают лепестки. Цвет они выбирают сами. Затем отвечают на вопросы. Если ученик не смог справиться с вопросом, заданием, ему дается второй шанс. Выбрать лепесток другого цвета. От цвета лепестка будет зависеть оценка. Белый цвет – 3, розовый – 4 и красный – 5. Оценивать ответы могут сами учащиеся, учитывая правильность и полноту ответа. Также детям очень нравится разгадывать и придумывать различные ребусы, кроссворды, криптограммы. Такие головоломки развивают воображение, тренируют ум, доставляют ребятам радость. Можно использовать их в качестве домашней работы по литературе. Следующее задание – солнышко. После изучения биографии писателя, а также во время обобщающего урока, когда нужно раскрыть образ того или иного литературного героя, можно использовать дидактический прием «Солнышко». Такой прием помогает разнообразить привычные домашние задания. Солнце – это тема, которую нужно осветить. А лучи – раскрытие темы. Например, тема «Тимур». Герой повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Лучи – черты характера этого героя. Или другая тема Антон Павлович Чехов. Лучи – виды деятельности этого писателя или название его произведений. Очень нравятся детям также игры в ассоциации. Ассоциация – это взаимосвязь между отдельными определениями,
предметами, явлениями, когда упоминание одного понятия вызывает воспоминание о другом, сочетающемся с ним. Игры в ассоциации способствуют развитию творческой активности детей и логического мышления, совершенствуют механизмы запоминания, обогащают словарный запас. Такие задания детям очень нравятся. Например, задание. Найти 3 ассоциации к героям повести Владимира Железнякова «Чучело». Примерные ответы учащихся. Лена Бессольцева. Полевой цветок, твердый гранит, верная голубка. Дима Сомов. Нежный нарцисс, хлебный мякиш, изменчивый хамелеон. Шмакова. Роза с шипами, зеленый малахит, хитрая кошка. Можно также дать задание изобразить ассоциации. На уроках родной русской литературы использую прием ассоциативная доска или доска настроения. Например, доска настроения, выполненная по рассказу Юрия Казакова «Тихое утро». Такую доску можно оформить в виде таблицы, которая будет состоять из 2 строк и нескольких столбцов. Учащиеся с помощью рисунков должны показать, как меняется настроение Яшки, главного героя рассказа, а также прокомментировать цепочку рисунков. Например, изменчивое настроение главного героя можно передать, рисуя солнце и тучки. Такие творческие задания не оставляют детей равнодушными, они с удовольствием выполняют эти задания. Третий вид домашних заданий – это нетрадиционные сочинения. Сочинение – один из наиболее интересных методов проверки знаний и умений учащихся, но самый трудный вид речевого мышления. Упражнение. Чтобы не потерять интерес детей к творчеству, лучше предлагать им сочинения в нетрадиционных жанрах, сочинения на свободную тему, давая полную волю их фантазии. Примерные задания могут быть такие. Составить рекламный текст о любимой книге. Написать сочинение на свободную тему, например, «Чудеса в природе». Написать сочинение в жанре дневниковой записи от лица Лены Бессольцевой, главного героя повести «Чучело». Сочинить сказку или написать сочинение рассуждения по изученному произведению. Придумать письмо понравившемуся сказочному герою или его автору и другие темы. Как показывает практика, нестандартные домашние задания вызывают живой интерес у учащихся. Им нравится творить, создавать что-то новое, оригинальное. Такие задания также повышают интерес учащихся к предмету, к чтению художественной литературы, развивают грамотность, речевую культуру школьников. Поэтому в жизни детей должно быть больше творческих домашних заданий. Спасибо за внимание.